Так, привет. Она не работает, к сожалению. Смотрите, они на императорскую бухту. Где-то там. Так, ни хрена себе, 2,5 голда. Так, полетели в Пистан, или как он там называется. Ищешь что-то особенное? Не быстро. Ступай. Мы это и сделаем. Это можно спылить. Так. Я даже не знаю, почему. Да не работает опять, блин, я не знаю, что это за хрень. Это подбешивает блядь. Мало подбешивает, честно говоря. Ломалось, оно меня не грузит нигде. Да, есть такое. Не знаю, работает. Но не работает. Грузится. 55, 75. Ну, такие штанцы. А, ткань. Ну, ткань. 15. Что дальше? Да ничего, наверное. Ну, если найду пати, ну все. Хотя бы страт там, Ламанс закрыть. Потом может долго руб. Ну, к тому времени уже там наша гильда. Я, скорее всего, даже до того, как докачаюсь до 60-го, если докачаюсь, я на личе, наверное, свалю. Пока ты качаешь там до 70-го, там сезон закончится. Закон подлости так работает, наверное. Ого. Вкусно. Вивипоск, смотрим курслу. Помню, как я вообще не рейдил. Я вообще ни разу не рейдил на ваниль. На пиратов не считает. Да и что там? Ну, хотя нет, БВЛ, типа. Но не со всеми честными путями, поэтому... Нахер этот пират. Единственное, что
С конем еще смешнее вышло. Я сделал все КБ до него, но не было голды на айтемы для призыва. В итоге, как помощник другому локу, сосался он за меня, все атомы нажал, а я слопал в итоге. Ну ты жулик, не воруй. Корабля нет? Блин, надо было по-другому. Он дирижабль, ну ладно. Надо было на дирижабль лететь, и все. Я же был в гримаре. Ну ладно. Поздно. Как много 60. О, ну и корабль замечательно. Рад был какой-нибудь скрины есть. Я бы сделал коня, но единственное, что я сдох. 4 левел у меня осталось до коня, хотя бы даже до 40-го. Мне кажется, у меня варлок был бы уже 60, если бы я тогда не сдох. Да я и геймплеил типа по 8-9 часов, поэтому да, он бы скорее всего не супер, брат. Оно почему-то не заработало, я проверял. Давай я ради тебя. У меня просто сам триггер фаер не грузится, вот этот, который плагин отвечает. Ни на одном браузере не грузит. I don't know почему. Я вчера так быстро закончил стрим, что даже забыл сказать, что мувик Дромисом, в принципе... Ну, хорош. Я долго, да? Я завис. Думал очень не о том. Да. Больше контента требует зрителей. 8-минутный, это прям даже там почти 9 минут. Прям как полноценный мувик у меня. Ой, вчерашний. Смотрел, я забыл просто сказать, что... Мы его посмотрели, и я на это подытожил. И все, ничего не сказал, блядь. Вот такой бы мувик. Ну, я вчера об этом говорил. В принципе, следующий из моментов, типа, как против маглок. Я смотрю, как ты там с новыми технологиями обращаешься. Они не очень, да? Сильный никнейм. Купер оценит, я думаю. Ну, можно, в принципе, вместе покачаемся. Я добью полоску донат. Или получу зарплату, блядь. Все понял, напарник есть, напарник не нужен. Уже занято, да? Понял. До скорого. Пока-пока.
Блять, точно у меня пламя гор. Я с нуля не буду качать, я ёбнусь. Ну, там можно, конечно, купить. Блять. Так, Аргримарт. У меня камней. Здесь нормально. Хотя, может быть, здесь какие-то квестики поделать. Дайте-ка я, наверное, посмотрю. Все элитные остались, кроме послания в бутылке. Вот это пираты. Таны. Ничего страшного. Послание в бутылке стрёмно. Там, в принципе, можно пиздюлиться. Там зеленая тварина ходит. Ты что, у тебя клаверсы вообще прибавляется или на месте? Да на месте стоят. Ну, вчера +1, и туда, скорее всего, бот. Ну, я по этому поводу не сильно заморачиваюсь, как бы, да, я стримлю для своих ребят, грубо говоря. Да, я, конечно, вчера, не буду лгать, сильно обрадовался, когда залетело 30 человек. Боты. И не мои, я осуждаю. Я сильно расстроил, что это боты. Было бы очень приятно, хотя бы, да, там 10-15 плюс онлайн иметь. Ну, не сразу. Не сразу строилась, поэтому я понимаю. Да и к тому же я не особо шевелюсь, чтобы, да, что-то как. Кто-то онлайн поднимает, да, может быть, или лишь обратил внимание. Да. Да. Ух, честно. Я, может быть, выделю денек, там, нарежу шортсы. Там есть у меня пара идей, но, блять, они не реализуются очень... Не чтобы сложно, но сложно искать записи, блять. Я помнил те шорты, которые я хотел сделать. К сожалению, теперь искать это очень долгая затея будет, необходимый, да, момент. Ну, сделаем из шорт. Главная записка. Блять, что русский громко. Найтбот должен работать. Ну, за ботов, да, Купер, могут немножко по ебальничку давать и забанить. Ебать, ты кто такой вообще? Что это за Жигуар, блядь? Жигули. Ну, может быть, ты и прав. Ну, я ее подрублю когда-нибудь. Строение, блядь. Ну, да, надо. Я же стримился. На остров или нарезал. Серьезно? Что здесь может? Я просто за бутылку пришел. Понимаете, о чем я, блядь? Ой, блядь, на бутылку сесть просто. А где бутылка? А быть я ее не вижу, вы видите? Я нет, она есть. Ну, или должна быть, по крайней мере. Есть маунт. Что да? Упоминайте мне об этом. Кто-то на ней уже сидит, мне кажется.
ищем какого-либо персонажа. Это Джагуар. Джагуар, блядь, пиздец. Да, блядь, опасные мобы здесь. Обезьяны 50-го, блядь. Где? На воде? А, вон. Наебывают, блядь. Коварпалы. Ну, мой вар сейчас, да, на бутылочке там сидит в степях и радуется. Кому мне ее отнести там надо? Блядь. Да туда. Все много спрятано в интерфейсе или все мувики, панельки, это все, что есть. Давай, давай, Дремисам. Блять! Я не хочу, бля. Сука, а сколько дает опыта? 2900. Муди. Бля, я думал, что-то стоящее будет. Ну, это потом элитный квест. Потом как-нибудь. Интересно, вы слышите, когда я включаю микрофон, и вы не догадаетесь, для чего я делал такую всячину, типа, мало он такая мне... ну панель спрятана. У меня тоже есть вторая панель на фаер, блядь. Ну, Дуван погибает, Хрустальное море, убийца зомби Занзила. Надо подождать. В низкой долине, походу. Кабанарама пишет, умирающий. Сила и честь. Сарду. Ба-б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 а. Есть пати в ЗФ. Закинули удочку. Похилить. Опять ты. Это ты, перчи, украл мне, я... Это что? Надо бы посох. И шлем. С вами. Бля, он опередил меня. Очередь на маршрутку, я тут... Блять, ЗФ. И там соберемся на изи. Есть танк в ЗФ.
Ну и пошел. Блять, ну тут, в принципе... 540 подходит. 9 уже велик, наверное. Бля, вот ты до работы едешь, пиздец. Вернее, с работы, блядь. Метро, маршрутка, потом самолет, подземный прокоп. Ты дома. Ну, по описанию такое ощущение, как будто бы ты в норе, блядь. Да, на лошадях, потом на санях, блядь. Там тебя хаски тащат. Часик. Ну, мне, кстати, полчаса ехать. Если, блядь, повезет. Форы на моей стороне будут. Кому Купер на руках, мне хуй. Ну, машина, мне лень сцепление дергать и в пробках дольше. Бля, да, вот было бы автоматами тоже. Задалбливает. Даже вот у нас в маленьком городке, блядь. Дрочильница сцепления. У нас же тоже мини-пробки есть, поэтому. Это вот тыр-пыр, дыр-мыр, пыр-тыр. Пеш. Я представляю, я когда на МКАД заезжаю, просто в ахуе. Каждый раз. Каждый раз, блядь. 6 полос в одну сторону, блядь. Чтобы тебе не проебланить поворот, я не знаю, что нужно сделать. Это плохо. Феролазит, кстати, убейте. Так. Борьба за качество. Едете из пещер бешеного оврага. Пещера бешеного оврага, скорее всего, где-то здесь, где тут Алекс. Я не вачел, я. Кстати, МКАД сбис, удобно широкие полосы, поворот сложно прокрутить, там показательно. Да. Ну это и тогда я, блядь, осел. Поздравь меня. Что однажды я повернул не туда, как фильм. Навигатор меня вел, блядь. В Москву, а не из Москвы. 2,5 часа, блядь, пробки. Обожаю. Повороты налево бесконечные, блядь. Светофор, который там 3 миллисекунды. Как ГКД, блядь. Не знаю, в общем. Я проклял тот мир. Я еще тогда, блин, с кондером ездил. Просто. Ангиной заболел после этого. После этого у меня все желание отбило нахер. Ездить по работе в Москву. Убиваем левел. Идем на варнах. Так. Показать источник. Бля, как же я мемы пишу? Представляете?
увидел какой-то мем, который более-менее заставил меня улыбнуться. Ты еще и вара собрался. Да, у меня 21 вар. Поэтому я говорю, он на бутылочке кайфует, рождается жизнь. По идее должно быстро пройти здесь. Ну, типа, у меня синий опыт. Я сейчас сделаю один квест. И останется добить чуть-чуть, и, скорее всего, мы просто будем добивать. Наверное, мобов. Да, у меня всегда так. Ну, такой Купер, там, электропауэр, Кузина что-то напишут. И... на самом деле все, ну, по крайней мере, приветствуют. Это... прикольно, на самом деле. Потом куда-то уходит глубокий анал... Ой... Амобиоз. Сидим, купим баллы, блин, чтобы потом я заебался выслушивать. Ора, блин. Как хорошо, что он не работает сегодня. Так, ну если здесь будет еще одна запчасть, это будет замечательно. Я не побегу больше никуда. Но обычно, рядом с квестом хуй найдешь детали, потому что... Не достаю, слишком далеко. Ну, 3 дня понадобилось, чтобы сделать этот квест. Я думаю, это нормальное явление. Для меня, в частности, поэтому... Поговори со мной. Рад был помочь. Пос. Пока. Блять, что это было сейчас? Слушайте, ну все, я думал, он даст еще какой-то квест, но нет. Ну нет, он решил забить болтяру, ну я понял. Ну тогда что, мне придется 2 палки добивать на мобах? Ну, в принципе, можем пойти сюда и попробовать выбивать часть. Вот там. Воин появился какой-нибудь? Нет. 4-й мелстрой, кстати, сижу в курсе. 49. Чтобы не просто так педалить мобов, а с каким-то со-смыслом. И вроде делаю квест, а вроде педалю их. Где должен быть смысл? Бля, лучше бы я твинка качал лок. Ну, вар, блять, ладно. Потом бы твинк как перерос бы в мейн. Бля, я сейчас внезапно подумал, что я перед тем, как отправлял вещи своему замечательному вару, я мог бы их заинчантить. Даже вот со своей пососной 100 с чем-то. Килом, ну какое-нибудь говно бы я ему повесил. Ну, ману, например. Полезно. Вроде вару нужна мана, да? Ой, бля, давай, ждем тебя вновь. Удачно добраться. Убейте короля Муку, возвращайтесь с ключом к принцессе Пубе и освободите. Бам-бам. Бам-бам. Бля, куда-то не побегу.
Бам-бам-бам. Я помню, что здесь мобы, по-моему, 50-го бегают. И где они, блядь? А вот. Бля, никак я ненавижу этих жуков-пауков, бля, вы бы знали. Собрал. Так. Ну-ка, а те жучары... А, 48-го. Слушай, нормально. Я, походу, этот квест взял на 45-м, когда был еще. Понимаю. О, убит. На 49-м сделаем, я думаю. С ними можно воскурененный лес идти. Есть какие-то определенные опасения, что я там обоссрусь. Неприятно там. Ну, локация в целом. Я пока не могу прочитать это заклинание. Стрекочет противно. Урод. Ну что там, разобрался с автомобилем-то? Или забил болтяру? А, вон он 50 ходит. Желательно, чтобы с этим побольше падал. Не в этот раз. Нужно больше маны. Тысячи ман. Очень печально.
просто смотрю, читаю инструкцию. Смотрим. Как починить пердеж. Блядь. Мне нужна такая инструкция. Понятно. И это было... Бля. Ну, нормально. Это нормально. Должен был быть готов к этому. Ой, как много резист. Угу. Ну, походу, с них как-то поболее. Ёбаный рот этого потолка, блядь. Ну, слушай, это норма. Ты думаю, как бы, да. Ну, обидно, досадно, но ладно. Блядь, 50, они есть. Шанс, я ебал того рота. Ну, здесь опасно. Если элитники случайно, как у Фишера, не будут из инвиза убегать. Блять. Ну да, это Танарис. Ты чё там? Бахнуть пельмени, блядь. О, блять, там пещера еще ебаклакская. Ненавижу. Фу, блять, фу, мерзость. Ля-ля, ползет ко мне пиздюк. Я туда не пойду, как бы, нахуй, мне надо. Это как ой, блядь, где? 1000 игл, есть пещера вот с такими же мудилами. Там нужно, по-моему, 5 мобов убить. Их, блядь, всего на всей ебучей карте 2, блядь. Прикинь, и больше и не резаться. Чё, ёбнулись такие квесты давать? Там ждал, блядь, заебался. Ну, серый. Ну, серый лол. Не с этого района. Не понял. Блядь, 50. Ладно, я мах. Могу себе позволить. Особенно, когда так прокает на замерзание. Нужно подойти поближе. Бах, не критануло. Бах, не примерз. Бах, не примерз. Бах, не примерз. Бах. Говно. Как я сейчас станул инстантно, блин. А это про лаги, наверное? Понимаю. Разбойник сегодня докачает до 60 или нет? Да, это маленький на меня не сагрился, кстати. Отдельно от большого. Сыт. Хуй.
15 ячеек, сумка, блин. Это максимально 14, кстати. Ну, тоже нормально, я считаю. Не помню, откуда мне прокнул. С моба как. И что теперь будешь делать? Лок разобрал. Я собрал или нет? Какие твои предположения? Ну как собрал, не полностью? Я разъебал. Часть. Ну, в моем случае это было бы так. 11 до 5 сил, ёпсим. Блин, это... Нет. Ой-ой, квест-айтемы. 5 частей тела, они не падают. Бля, это просто классик. Классик. Блять, посмотрел, какая шумка. Там охуел. До весны оставлю это дело, буду шумить. И вибры закатаю. Ну там небось пласт просто, да, черный. 2. Он уже высох нахуй, скорее всего. Ну, пизды прикатный кусочек. Странно. Над могиль, да. Нормально. Я помню, мне делали шумку пола. И они мне видос сняли, как там у меня моя заводская шумка, она нахуй высохла вся, блядь. Она уже была как камень ебучий. Бля, я помню, кстати, сейчас навеял сигналкой, короче, у меня до этого был этот сенс, блядь. Не шанс, именно сенс. И там сигналка срабатывала, грубо говоря, ну, ветерок подует какой-то, более-менее серьезный, и она срабатывает. Сила или какая-нибудь там газелька поедет. Я никак не мог найти датчик удара. Потому что он там регулируется. А я помню, где-то я его видел, когда я там шумел всю машину сам. Я помню, что я где-то видел. Но не могу вспомнить где, блядь. Я облазил все. Дня, наверное, 1,5, блядь. Ну, типа, не, ладно, 2 дня рабочих я им. Вот время уделял определенно, искал. Не мог найти. Представляешь, приснилось, блядь. Приснилось то, что я, собственно, хожу ее там-то, там-то. И что ты думаешь? Конечно же, там-то, там-то. Я в таком ваху. Видимо, мозг мой, ну, вернее, я заморочился. Мне это как тревожило, что я не могу найти, блядь. Мозг подсказал. Блин, ну ты осел, вот, на. Я просто был в шоке. Работа. Опа! Новый резист. Понимаю.
Бах, сигналка, ну попробуй, я не знаю. Клеммы скинь нахуй на минут на 10. Недостаточно маны. Вот это мне терпение, просто до конца ману срегенить. Я не могу, не знаю, что с собой делать. Я психанул, блядь. Блять. Последний стоит. Будь ты, пожалуйста, не 50. Десятый, 49-й, 47-й. Мне выделил того жучка бы вытащить, но... Пошел он в очило, блядь. Упадет сейчас. Да, Микс Ластмоп остался, да, наверное, опыт, блядь. До левела. Сейчас мы по пути добьем кого-нибудь. Там будет по-любому квест какой-то. Сходи в пещеру, там найди того, сего, пятого. Смерть от падения с высоты. Так, а где квесты сдавать, я понял. Здесь качаю.
Это алековская же лёдка на меня может сагриться, если не ошибаюсь, здесь в Танарисе, да? Ха-ха, покупатель пожаловал. Счастливо! Блять, серьезно? 350 конь. Что за квест? Как дела? Вы знаете, что стало с младшим гедонистом? Единичка. Жужжущий гоблин. Так, что у меня за последний? Да я тоже так думаю, судя по квесту, ёбань какая-то, блядь. Ходи туда, получи пизды. Так. Добудьте насыщенной влагой железу и принесите ее. Есть железу. Это быть. Ебучий. Все здесь, да, но это хорошо, что в одной кучке. Так, нет. Здесь громил, здесь медицинский песчаного молота. Вот это мы любим, вот это мы надо. День добрый. Добрый день. Бля, вот сколько я бегал, я, кстати, ни разу не видел здесь этих троллей, хотел сказать. Как? Огр. Это мы сделаем завтра, наверное. Квест может быть. Собственно, задача number one — это дуть в Ой. Я что-нибудь могу шить? Я могу шить вот это. Кстати, не одну. Мы сумку отправим. Подайте кому? Подайте кому? Конечно же, мать твою, моему пару. И причем мы не одну сумку, а 2 сумки можем. Ебой! У меня мало времени. Это все, это на полдня, блядь. Эта сумка шьется обычно в вечность без конечно.
Ой. Можем посмотреть, кстати, Гору турнир. Говори быстрее. Ебать, это я что, по приколу просто скачал, До блядь, на 205 надо. свидания. Понял, бля. Сейчас мы даже немножко название поменяем. Видео изменить название. Так, а что здесь я хотел что-то продать? Нет. Думает, нахрен никому не надо. Закинем, на всякий случай. У меня есть то, что тебе нужно. Не теряй бдительность. Тихо-тихо-тихо. Еще кое-что Что подумал. такое? Да хранит тебя тьма. Так, что там мой бар проживает? Как? Нормально, сильно? Ёб твою мать, я только зашел, там уже привет, FPS не пойдешь. Прикиньте. Да светит тебя. Вот это игра на варе, бля. Куда мне это все сдавать, кстати? А, мол, гор, есть. Я еще не сдал. Ебать. Оп, твою мать. Говна какого-то покидал. Кровь и Жду кровь. ценен, да. Прям как будто, ну, знаешь, типа онлайн в гильдии появился, такой shift, никнейм, опа, вар, блядь. Опа, 21 подходит, берем. Да. В Молгоре, кстати, 2 квеста. Мне, блядь, еще в подгород надо, прикинь.
До сих пор не сдал квест. Уедь. С ОП. Посмотрим, байт сработает или нет название стрима. Что, у меня теперь вар сильный? Первая синька. И ткань плечо. Серная. Вернее. Максимально серая, блин. Мать, даже не вкачал талант. И удары вызывают противника носящий. Опа, чё, увеличенный урон ударов. Опа. Ну, в теории в PS можно сходить чисто ради опыта, но я же не хочу. А, блин. Здесь может на меня упасть топор наручный. Гулять, палец не ебейший падает. Силы и 3 выноски. Шпит, в принципе, неплохой. Грудь. Как хоть выглядит, тогда я посмотрю. О, боже, блядь, все одно говно, блядь. Плечо. Так, ладно, непроглядная пучина. Смотрим. 31 брони и просто без статов. Понимаю. Перчи. Нормально. Посох. Спина. Двуручный меч. Говно. Лабиринт иглошкуры, в принципе, тут понятно, что двуручный топор. Прям, блять, ну, идентично. А нет. Я уже вижу. Не нужно нажимать экран. И в целом, наверное, все, да? Палец. Шпор. Рарник. Монастырь. Вот монастырь уже интереснее. Монастырь уже прям хорошечный. На 24-м служит демон бездны. Бывает. Двуручный меч. Бля, да. Вот это меч, ебал, он белый. Белый. Грудь кольчужная. Да, мне.
Чем могу помочь? Бу-бу-бу-бу-бу. Прощай. О, я знал, что ты придешь. Кольчугу 6 выносливости. Ну, все лучше, чем Мы мои. еще встретимся. Ну, 2 силы теряю, зато я теперь вынослив, как лев. Там больше, что я хочу, на самом деле, это вот этот меч, блядь. Блин. Не знаю, почему-то прямо почтение. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так, чё я здесь заткнулся? Так. Всё началось, нет? И да. Чё началось? Смотрим. Даже в машине мы запилили, о май гад. Так, ну что, у нас сидят два каких-то забугорных челикса. Я осуждаю, конечно, себя за это выражение. Но один такой в плане комментариев, конечно, это забей. Тут, видимо, надолго они будут сейчас размусоливать что-то. Очень долго будут размусоливать. Даже не могу назвать их никнеймов. Эсфенд, наверное, правильно. И Сарю. Сарю. Блин, ну то, что 100 тысяч долларов призовой, это, конечно, серьезно. Мы смотрим турнир Гора на 100 тысяч баксов. Если не ошибаюсь, сегодня у нас финал. Без понятия, что происходило вчера. По-моему, вчера было не совсем Гора. Там были дуэли. Просто дуэли.
Хочу посмотреть, что у нас здесь в финале, что нас ждет. I've been wanting to put on a big event like this for a long time now, and to be able to pull this off and for it to go as well as it has and Блин, ну то, что они говорят, что, мол, это одно из самых крупных ивентов в Варкрафте, и интернет заебал, блядь, не тормози, пожалуйста. Это действительно так, я не помню каких более крупных ивентов. Причем это не Blizzard делают, опять же, комьюнити, как у нас Рогарыч делает турниры в ру комьюнити, да? Где они, мать твою, все находятся, я понять не могу. Это секретные локации. Это, видимо, какой-то эксплойт, который, за который, наверное, в реальной жизни, если ты пойдешь туда, тебя забанят. Like all of these different scenes and the like how they wrapped it in with your stream and my stream and like everything so flawless. I'm just like, this is impressive, this is awesome, and man, I would love to do something like this in the future. It's just perfect. And yesterday, yeah, everything seemed really smooth. There was pretty much no drama, and we were expecting something could go wrong. Ну, этот мальчик справа явно собирается увидеть сегодня больше драмы и каких-то либо эмоций определенных. А я вот пока только наблюдаю кошку на фоне, на заднем. У S-Fenda. What we did with this Swiss bracket is you count the wins of the opponents that they got their 3 wins against, and the player with the hardest bracket based on wins will move forward, and the players with the least, like the easiest bracket, so to speak, unfortunately did not make it. That was our mistake, that was my mistake, and I just wanted to clarify that for everyone. I apologize to Showback and his community for that misunderstanding there. That it's on us, and congrats to everyone that made it. We do have our top 8 though for each class. And we can look at the brackets here in a minute. I'm excited for you guys, fan, to see the brackets, because it's... Так, что у нас? О, так, у нас я вижу один из знакомых никнеймов. Это Зика, это Маг, понятно. Маг, Шаман, Шаман. Слушайте, ну Рок тоже PS Hero. Второй знакомый никнейм. Смотрим, какие еще есть. Слушайте, ну, давайте будем честны. Я думаю, что выиграет либо Рога, либо Маг. Мне вчера, собственно, говорил. Yeah, man. Fooch and Mad Knox. Fooch is that's another Crusader. That's another one of my guildies. Look at that. That's good stuff. Perplexity versus XN, Payo versus Flops, Zero versus DJ, and Где Гидра? Я не видел. And then I think Snuts is towards the bottom. And there was А, вон Гидра, да, действительно, обалдеть. Ебучий интернет. Помянем. Пожалуйста, прогрузись, я тебя прошу, мы там смотрим ладер. Спасибо. Снац, оу, неплохо, знаем таких. Слушай, ну я болею, конечно, за Варлока. Rogues, hunters, and warriors. As a mage, you want to avoid druids, priests, and warlocks. And Zico has only classes he wants in his entire bracket besides Spo. Yeah, Spo's the druid. So if he can dodge. Хотел бы я спросить, а где же паладины, но потом я увидел шаманов и понял, что это невозможно. I would be happy if I was Zico. Like, I would be mad fighting a lock first round or druid or something. Yeah, that would if you're a mage, that's gonna be kind of rough. But like, yeah, I mean, you've got either hunter or shaman. Надеемся, что не будет меньше зеркал, потому что это такое себе удовольствие смотреть на зеркало. I mean, dude, we might get a Zico Savix rematch.
Yeah, that'd be Dude. great to watch. A Zico, dude, that Zico. I went back and I watched that Zico Savix duel, and my gosh, that was amazing, dude. Yeah. That was absolutely. За кого болеем? I Я would вообще, love конечно, to see хотел a бы Zico поболеть за Savix Снатса. rematch, 'cause that thing was, like, this В принципе, close. SLSL World, скорее всего. That would be amazing. So It could have gone either way, man. It was super, super close. Both these guys are playing at absolute skill cap, and yeah, I would love to see that again. Sea-Doo versus Savix round 1 in that A3 position there. So Stadman is Sea-Doo, for the viewers maybe wondering, and that Sea-Doo is playing Enhance. So it's going to be Enhance versus Rogue. Now, I'm not completely versed on this specific matchup, but I would think it would be Rogue favor. Я лично хотел бы, конечно, чтобы Варлок выиграл, да, но по понятным причинам. Но есть подозрения. Я, в принципе, за yeah, I mean, it's just that's the thing. ПВП на We talked about классике не bracket вывезу, origins потому yesterday. что We я talked about bracket не origins ПВПшил. yesterday, and Период I mean, that's just не it. ПВПшил It's- только it's на варе, sometimes но... you get a really good bracket, and sometimes you Ну, know, Вар, let's в принципе, say что-то it's a может, battle скорее right off всего, the- может right быть... off the Да bat, нет, so против rather- Роги, наверное, мало что So, получится. yeah, no, Мы it's, все мы помним I think замечательный Sea-Doo might have, мувик kinda World drawn of the short end of the stick Warcraft, here, да, potentially, but, I mean, it's Sea-Doo, right? I mean, где he's голый one of the Рога most уничтожал 14 ранковых варов. Поэтому, не знаю, есть подозрение, что Роги здесь сильнейшие. Насчет ШП я не могу сказать, что каковы они. Может быть, они здесь западные. Oh, I heard about it. I didn't watch it, but I К heard закату about я it. бы вывез, наверное. Yeah. А не комментариев. Это типа надо быть в теме каждого класса ванили. Не знаю. Ну, вары что-то могут. Что-то могут. Это 100%, не будем их вписывать в что. Oh, here it is. Oh, there you go. You had the clip ready. That's awesome. Look at that emotion, man. You'll love to see it. AWC champion. He can't believe it on the reverse sweep. But it's great, man. dude, it's so hard here as a caster and as a host because Забыл, наверное. Savix is Про also утюг like- забыл, побежал. Но это бывает. To see either of them lose. Бадамс. One of the things, dude, it's like we've been around for so long at this point. A lot of the people in the WoW community, not that there's not people that come in new all the time, but there are people that have been Слушайте, ну у around кого for years. вам больше нравится And at this ремонт? point, like, Мне, we're в all принципе, friends. Like, по everybody knows each other, and even if you're под not, стенками like, нравится somebody, у like, you того know them in passing, дядьки, который it's слева easier to, like, сидит. get to know somebody. А в So, целом so, yeah, I mean, it's, that's уютненько how it is, того, right? кто Like, справа. we know like half these guys competing at this point, you know, at least in some way or another we've like played against them in arenas. Хотя у человека, который слева сидит, у него есть кошка. Это уже плюс 5 баллов к уюту в доме. Но вот эти две двери, I was just talking to поразительно. Shannon this morning on my walk, saying that exact same thing. Зачем? I've known these guys for so long, and that's the number one reason I'm sad to miss BlizzCon. I mean, the announcements are one thing, but I'm gonna miss you guys there this year at BlizzCon, man. I really am. So yeah, at the bottom of the bracket, if we scroll down, one of the other things that I was looking at, so Snuts, first round is against a mage. На кого вы And можете Snuts выйти is с another one of НАЦ? those Он players против that мага, ну, в really принципе, wanna be on the слушайте, lookout for. Варлок Of против course, мага это he's actually the greatest всегда you can be. And that first round неплохие against a шансы, mage, I да? don't see any issues. I think Yeah, no, I was just gonna echo that. I think you're right, 100%. Я, кстати, не уверен, работает ли дабл бланкет, типа даешь бланкет, потом вызываешь еще одного пета и даешь еще один бланкет. Вот этот вопрос. Well, he felt very confident, but he's like he was talking about, you know, the matches that То, что у них есть дисплей, mostly on his это mind, and J-Law is one of не them. катаклизм, I да. believe J-Law's a top tier undead warrior, and warriors are or warlocks probably hardest matchup, and he's undead, and Snus is going to be potentially fighting J-Law in round 3. So if J-Law against Cheerios, J-Law versus Warlock, say J-Law wins because Интересно, а во Warriors сколько они will lose. I don't собираются know if Cheerios is gonna начать win or not, вообще but что-то, just say какое-то yes. движение And будет then у нас? against, you know, that second matchup, say J-Law advances again, we could see Snuts versus J-Law in that C8 spot, and I mean, you never count Snuts out. I think personally he's, you know, one of the greatest in this tournament, but it could happen where we see Snuts fall in like an early round. Yeah, no, it's not completely out of the question. I mean, Snuts is obviously one of the all-time greats, but it's a hard matchup into a warrior. And J-Law is a fantastic warrior. He's really good. I could see this going either way. I do think
I think going into that, like you said, like Mage is not gonna. Интересно посмотреть на некоторых персонажей, такие как Зика, да, и Гидра, и Снат. I would take Snuts in a mirror almost any day, right? Yep. But yeah, I don't really. Из шаманов, к сожалению, никого не знаю, из варов I mean, тоже. Ну, из Роб только PS Hero тоже бы интересно посмотреть. Легенда. In the second round, and he loses to Vitochi. So if he loses to Vitochi, and I think I would take Snuts over Vitochi, but Mage versus Warlock. Давайте пока мы сдадим квесты. Они там разговаривают. In this side of the bracket, I think it's going to be J-Law versus Vitochi if Vitochi goes to the next round, and if J-Law makes it to the next round. That's what I would like to see in that second round. I'm 100% with you, man. If Vitochi takes out J-Law, then Snuts is probably going to be like, okay. Yeah, I don't have to fight J-Law. J-Law could really throw a wrench in things. And for the rest of the bracket, we have Josito starting off with that Priest Mirror versus Sibs. That'll be a good one to watch. Josito, just such an experienced player on that Shadow Priest throughout many different expansions. It'll be great to see that mirror matchup. We have Hydra versus Saga. Saga's that elemental shaman we watched yesterday, and that will be a really, really great one to watch. What about Sony? Where's Sony sitting at? Oh, so we have Sony versus a Warlock. He's probably feeling good. I'm hearing. I'm trying to get confirmation on something real quick. So we have Sony versus Yones in that A13 spot, and you know, it's not, once again, it's not like, oh, Warrior versus Locke. Warrior wins. That's never the case, right? Because it's always players playing their game. Someone could make a mistake. Someone could be more or less prepared. Someone could just have bad RNG. Anything can happen, right? So. Слушайте, у вас здесь по-любому где-то есть наставник. Не магов, никого, а... Алхимия. По-любому у вас здесь. Yeah, no, I mean, I think like, I think yesterday was just like a taste of how crazy this tournament's gonna be. Because, I mean, your character is dead. Like, if like 63 people will die today. This is Bloodsport. This is like, you're in the arena. 6 человек сказал, он умрет, или сколько там? Ну, да. Гора беспощадная тем. Мир тебе. Да хранят Твою мать, алхимия в ебеня. А, нет, это нормально. Далеко не бежать. There's never been anything like this, like pretty much at all, right? Like there's never been a tournament where everyone else is going to be dead on the ground and they can't play their characters anymore. And right when we were like talking about and like getting ready to announce this tournament, I was like, that is so unique and it's just so cool. And today's the day, man. October 31st. Today's the day. We get to see it. Dude, the Day of the Dead. On Halloween. That's what it is, dude. Yeah, we should get a. Yeah, somebody said we should get a picture of everybody who competed. Dead. Like dead or the ghosts. It'd be great. So. Oh, that would be perfect. Yeah, or just like all of their bodies on the ground in a pile. Yeah, that would be perfect. So yeah, it's gonna be fantastic, man. We have such a great day planned. I know the competitors are already. The competitors are getting summoned and everybody's getting ready. Так, чё, тут понятно, рецепт никто не продает, обучи меня 100. Пусть плавание на 20 секунд. Ой-ой-ой, что я сделал? Shadow Reflect, a Death Coil, Keyboard Turn, Snuts loses, Juke can interrupt. Accidentally kills themselves. Dude, if somebody accidentally kills themselves, dude, can you imagine if we have a sapper crit backfire? Not backfire, I could see it happening. Return damage. The dude, oh my gosh, dude. Today's gonna be great because any of these things could realistically happen. Like, we could have both players die. You know, like a disconnect could happen. Warrior beat Что в степи? Что там по квестам-то у меня, кстати? All of these things are very realistic. Ящеры. Today's gonna be great, man. Шкура. Ящер. Здесь квестик сделать сжигание наконец.
Not many rules in this one. Или громового змея, а мне еще здесь квесты. Pale late. Полетели туда. Okay, you can check one Чел. off if Pale's late. Yeah, unbelievable. Unbelievable. No, Pale's not late. Pale's doing fine. Okay, unbelievable. So, yeah, no, Oh, look at it's that. ready, man. I can't wait, dude. Who's your Привет тебе. number one favorite for the tourney? And I'm not talking your heart here. I'm talking your brain. If you were like putting a bet on someone to win, who is like, what's your brain telling you? We'll get to the heart next. Well, yeah, let's take a look at the brackets here. I think Zico has a really, really good chance with the way that the draw worked for him. Yep. Damn, I would love, dude, the storyline of Savix coming back. I know you said not your heart, but the storyline of Savix losing to Zico at the beginning of the tournament and then coming back, and if he, because that was like this, it was this close. I mean, this might be too big of a difference that I'm showing. It was that close of a duel. If Savix were to come back, that'd be amazing if he were to come back and kill Zico. But let's see. Zico does probably have like he has the best like mathematical chance. Let's scroll down a little bit. Yeah, I think Sony has. You know what? Sony has a pretty good run. Sony could have a really good run, dude. I think my see, I love all these guys, right? Like I love Zico. I like it. Just for me, like I'm thinking about like the storylines. I think the storyline of like Sony's storyline of, because Sony has gotten the short end of the stick basically non-stop in every classic event for the last like 4 years, and he'll let you know that, right? He's not wrong. Because there's so many arbitrary rules that are put in for warriors and all this stuff that like they don't really. Блять, гелик, умирай. Now, when we're like, let the kids play, like he's kind of owning, right? He's 5-0. He has a pretty like, as far as the class matchup goes, he has a solid like a solid draw for the way the brackets are shaking out. I think. Блин, у меня мои фласочки закончились легендарно. Здесь. We could see Sony make a big run. Okay, Sony is, okay, say Sony wins against the Lock, and then say Perplexity beats the Priest, and it's Warrior versus Rogue, and if Warrior, we kind of decided has maybe a slight advantage there because the Poison Cleanse, then say Sony beats the Warrior, and then he's either against like a Rogue or a Hunter or a Warrior or a Druid, and I think those are all fine match. Sony really wants to dodge mages, right? Let's just say it. Let's just say it. And Sony is probably going to dodge almost every single mage until he eventually, if he makes it up in the bracket, he'll be against Zico if Zico makes it there. So then we could see a Sony versus Zico, which for me, bro, I want to see, like, if the bracket could turn out anyway, I would love to see Snuts versus Zico grand finals. Snuts Zico, yeah. Grand finals. That would be the best. Yeah, for me, I would say it's between 4 guys. Okay. I would like to see some combination of these 4 guys make it. I would love to see Zico, Быстрый квест. Sony, or Savix. Так, где нужный мне аватар? Ну, типа, где он? Хотелось бы увидеть, но его нет. Так, а крыло куда? А, сюда. Замечательно. Забавно, говорят, Ник Баб. I mean, like, Peo, we have some of these guys that have been playing duels their entire lives. It's like the bracket is stacked. Like, we're talking like, oh, you know, there's only a few, but when you really like start looking, it's like, oh my gosh, dude. Yeah. Like, this could shake up anyway. Yeah. I mean, Perp,
I mean, I think we'll probably see Perk versus Sony in that round 2. Берегись, That would be a good я. Щит, посох. Также получится перчат. Ловкость и выносливость. Ну, я, наверное, возьму, потому что мне... Попутного ветра. Let's talk Тут to, вот его. С кем мы let's talk to somebody we didn't talk to yesterday. We did not talk to yesterday. Let's talk to Snuts. Is Snuts available? Snuts would be great. Yeah, if we could talk to Snuts about how he's feeling today. You know, Snuts is in such a unique position for this tournament and for all tournaments that he plays in, because a lot of people say that he's like the favorite. And it's like, when you have that expectation, there must be so much pressure at the same time, because he's so good. And it's like, you're so good, but then it's like, if you win, everyone's like, okay. Yeah, he won again. And if you lose, it's like, oh, you are washed up. You know, Dude, like it's just a lot of pressure. It's so you know? dumb, dude. People are so obnoxious about some of this stuff, man. Like, because you hit that point of an expectation, and then it's like, okay, well now you always, if you don't always win, Yeah. my nerves, like I'm not like, in my lifespan, I haven't been like a historically like real nervous person, but I feel like for something like this, my nerves would just be shot. Like I would be, I don't know if I could do something like this, man. Like these guys are putting it all on the line. Like this is crazy. One thing we haven't mentioned too much is that some of these guys that are newer to the competition scene, they might be just like up there in terms of their gameplay, but their nerves might be getting the best of them, because there is so much money on the line. There's so many people watching, and they might not be able to bring their A game in a position they haven't really been in. And then some of these guys are tournament veterans. They've played on big stages. They've played at BlizzCon. They've played at MLGs. You know, I'm thinking like Sea-Doo, right? Like these players are used to that pressure. They're used to having a bunch of eyes on them, and it's, you know, it's just like another day at the office for them. You know, it's like, yeah, I'm playing in a $50,000 tournament, and I got, the nerves aren't going to be there. They'll be able to pull out their best plays, and it's not going to be a big deal. And yeah, so here it is, guys. The prize pool, $100,000 total. The way that's going to be divided and distributed is $50,000 will be going to that Makara champion, the first place, and these will all be best of ones because it's a Makara. Now, $6,250. The remainder of that $50,000 will be divided between the top of each class. And just to clarify, if say a warrior wins the tournament, then the second place warrior would get that extra, or that, you know, top of class warrior $6,250, because a warrior won the $50,000, just to be fair. And yeah, this is like, you keep mentioning it as fans. Что там, не начали? О, боже. Prize pool tournament, maybe ever? Like, this is just insane. Ever in like WoW history. Yeah, which is just insane. So, getting back to the point, if some of these players are top tier players, when they're playing alone outside Orgrimmar with their friends, they might not have the practice of being on the big stage and having that pressure, you know, coming at you. And oh man, we get to talk to the legend himself. We get to talk to Snuts here in just a moment. I'm so excited. Snuts, how are you feeling, man? How are you feeling? Good morning. My boy. Yeah, What's what's going up, on, man? guys? How you feeling? I'm nervous. Actually, really nervous right now. Yeah. But yeah. We were just going like 2 to 3 minutes about how you've done this your whole life, and how you've been on the big stages, and how there's gonna be no nerves for the pros. You were wrong, bro. You were wrong. Today's a big day. Oh my gosh, man. that's great. That's great. Yeah, man. No, you absolutely killed it yesterday. You always do. I mean, it's yeah, like, I mean, that's exactly like what Zorya said. We're talking about how like some guys they've done this forever, and how there's like an expectation, right? You reach a point of like, oh well, it's nuts. Like, of course he's gonna do well, right? But how does that feel for you? Like, do you feel the same way? Do you feel like, oh crap, like now I got people paying attention, or how's that for you? Yeah, I've had that feeling for a while now, where like I'm usually the favorite to win something. So it sucks when I lose as the favorite, but you know, my mindset is I just gotta play my game, play well, and if it goes my way, then we can make it far this tournament. Looking at the bracket today, I wasn't the happiest, but I'm not gonna make any excuses. I'm just gonna try to do my best and play well, and I feel like if I just play my game, I can take this thing. Yeah. You know, well, a lot of times, you know, that's a big part of these tournaments is the brackets. They play out the way that they do.
I've used the Evo example a lot with this tournament because that was a big inspiration for like the design of this tournament. If in Evo with fighting games, like you have times where like sometimes you have like some of the best players end up playing each other like in a qualifying round, like before the finals. And it happens the same way here too. So like you know, we saw some really good players and not even make it to the finals today. Yeah. Who, from your perspective, who do you think can win this whole thing? From my perspective, who can win this whole thing? I think, definitely think Zico's side of the bracket. He's looking pretty good there. If he can make it through the rogues. But, so to name a few, I think Sony was looking really good Не знаю, yesterday. что прям, блин, знаю, не знаю. Jay, I believe the other Jay Warrior is looking good as well. I'm scared of the Warriors, man. Warriors are looking scary. And obviously, I think for myself, Как с такими эмоциями справляться? But yeah, like you mentioned, it's kind of crazy how you can end in just the first few rounds because you play against someone so good, and you might not even get that top earning spec or class just because you play such a strong competitor early on, you know? Yeah. So it's yeah. Слишком много говорят, пока никаких действий. Блин, я могу сказать точно одно. Здесь единственный, кто здесь сейчас находится. Меня немножко заебал хардкор уже. Вот что я хочу сказать. И вот в этом проблема. Блин, мне нужно оплачивать лич. Это типа до пятницы, в пятницу. Делать, в принципе. Но боюсь, что там тоже я быстро сдуюсь. Что же хайп прошел, типа основной, да, вот этот какой-то интерес всех. Он прошел. И... Не-не-не, блядь, ну я не настолько. Я как бы так на варе не особо аккуратно играю. Я, в принципе, понимаю прекрасно. Ну, потому что, опять же, да, ну, немножко подзаебало. Либо, вот даже не стрёмно. Ну, либо потеряю, ну, единственное, что жалко голду, блядь, которую я слил на этого вара замечательно. У меня бывает такое, ну, когда, типа, интереса нет. Время — деньги, друг. Приходи, денежка. Когда интереса нет, и чувствуется, что как бы, ну, люди вряд ли подойдут. Как дела? Рад был помочь. Блять, нужен ключ зажигания. Ну, единственное, что действительно может быть, как, да, это лич. Но, опять же, я думаю, как долго я там продержусь. Вот Ката, да. Возможно, долго меня задержал. Он говорит, вот типа мелко быстро вкачался, ебашь скучно. А тут, короче, сидишь время, одеваешься тоже долго. Бля, ну там хотя бы БГшечки можно проходить, типа, знаешь, я как бы на этом у меня стримы раньше и были, БГшечки. Какой-никакой контент, блядь. А здесь я уже не знаю, как, честно говоря, выжимать контент. Нужно больше ярости. С ебучей его качи. До этого, вот когда я в пещеру ходил, например, даже за Газуса, да, у меня какие-то эмоции были, блядь. Ну сейчас, типа, если я опять буду вкачивать и пойду на Газуса, ну, типа, эмоций будет никаких, от слова совсем, наверное.
Я даже из похода в пещеру мог сделать. Какой-никакой, но контентик. Блять, вот как вас тут много? Ярости недостаточно. Бля, мужик, я спрыгнул. Поговори со мной. Приходи, дичка. Пока. Блять, только не говори, что ты ключ забыл, ослик. Ну и чё ты стал? Давай, пердоль. Там все пиздешь. Держу в курсе, там на стриме все пиздешь. Бля, он ключ не взял. Пиздец. Вот ты не представляешь, насколько я завидую людям, которые фулл-тайм стримеры. Фулл-тайм, которые... Это пиздец. Прям делает мне больно. Это вот, какие-то там оскорбления ровка или еще что-то. Не, бесполезно, я уже типа интернет уже давно. Блин, ну вот это да. Поговори со мной. То стоит как осел, то ли втопил, блядь. Время деньги, друг. Дурында. Даже видно по хайпу, то, что вот этот квест, я его сделал быстро. Обычно как бы долго все это дело. Так, ну и чё? Куда мне? А, пусто. Понял, принял. Пойдем сдадим. Там что-то начинается. Подожди. Ты пэшимся. Annoying. Yeah, I remember the last night of that. That was, yeah, I felt a little bad. Well, that was not good. All right, so in this first matchup, guys, like we said, Zika versus Flixie is going to be moved until later because those cooldowns were accidentally used. But today, the first matchup, we're going to be watching X. Так что у нас что там? Шаман против Хантера, да? Ну я ставлю, конечно, на... Блин, я не знаю, но мне кажется, шаману больше. Зеленые ребята. And then got like pre-bis, so crazy grind. This tournament got announced, and then he re-leveled to 60 for this tournament, and I'm just excited. Весь на стамину, держу в курсе, весь на стамину. Хантер вообще в стамине. Ellie Shaman versus Hunter. I'm not like extensively aware, but look at that Makarov flag, as fan. Dude, Look at that, man. I know, dude. Like you could just feel it, man. You can feel the intensity. You got Xane versus LT. I mean, I could see this really going either way. To be honest with you,
Ой-ой-ой, дуэль началась. Интересно, ну это действительно Магора, кстати. Ну, понятно, замедление все спурживает нахрен зачастую. Он пока дал ему сон и спуржил с него все. Это Элем, кстати. Ну, тут единственное, что он за шамана, понятное дело, что он имеет прохил, да, но это до поры до времени, пока у него есть мана. А мана у него, кстати, 38%, 36% уже. Антишка пока неплохо выглядит, он достаточно серьезно и вводит обменно. Шоки не особо спрятали. Но то, что они бэкпедалят, это замечательно. Это прям труп ПВП, я считаю. И гранаты попадают. Слушай, ну у шамана определенные проблемы в том, что у него нет маны, а у Хантера такие же проблемы. И у него уже меньше 30% ПП. И это как не особо влияет, да, здесь на все это. 15% mana, 40% life. This is dangerously close for both players. Looks like the Goblin Rocket Helmet. Looks like LT charge his. Ну что же, у Ханта... Опа. Хантер выпивает воду. Я не знаю, каким образом он законтролил вообще. Каким образом он законтролил шамана на такое длительное время. Все, маны нет. Ой, не у Ханта, у шамана. У шамана нет маны. Это, ну, я думаю, это конец для шамана, честно говоря. Он уже не даст ему отпиться просто. Of distance that he needs here. Both players both players low on HP. It might be down to one last engineering item. LT back in. А может бинты пошли в ход у шамана, но все грустно, говорю, грустно. Шаман умирает неожиданно, но хотя с другой стороны понятно, мана в плане маны. Ну все, ну там уже агония невозможно. А нет, магическим образом шаман выпивает килпот и остается буквально на 10-15 секунд до этой дуэли. Ну, для него все кончено. 1% ПП и 1% маны. Да, минус шаман. Но ПВП выглядит убого. Ну это классик. ПВП здесь реально убого выглядит. Thank you for your service, brother. The first of 63 deaths that will occur today. Я думал, ПВП, которое мы видели на стримах у Крагара, это говно. Нет. Это выглядело убого. Слушай, ну то, что, видимо, Близы делали в плане ПВП, не так все плохо, да, как казалось. Хотя бы какие-то вещи происходят, которые... Скажем так, какой-то скилл-кап иметь здесь. Ну, не знаю, мана кончается, ты не жилец. Даже не ХП. Удивительно. И мана здесь кончается максимально быстро. В принципе, это, наверное, ошибка шамана был то, что он... Блин, а чё он мог сделать? Что мог сделать шаман, чтобы выжить? Будто бы нет урона у него вообще, от слова совсем. But not perfectly. I think the Viper Stings would get like a tick off before the dispel, and then another tick or two off before the next dispel. And then since it was just taking a little bit too long, это проблема классика. And that's how LE Shamans roll. I mean, LE Shamans быстро расходуется мана. But in a super long game versus like a mage, what you do is kite it out, wait for the shaman to go and then win. And we have another shaman in this next matchup, a shaman that some of you gave. Так, ну что ж, второй матч у нас на этот раз опять шаман и Рога. Ну я думаю, тут Рога должен
Рога выпивает все, что у него есть, все фласки. Одет он явно лучше, чем... Ой-ой-ой, у него хорошие шмотки. Очень жаль потерять такого Рога. Ну, слушай, ну даже по шмоткам, я думаю... Хотя... Слушай, ну не так все плохо. Я думал, шаман совсем плохо. Ладно, выглядит интересно, но я думаю, что без каких-либо вопросов выиграть Рога. Шаман и Рога. Начнется сейчас Сапа, но с другой стороны у него там тотем огня, не знаю, нет, Сап точно не будет. Ну там уже урон полетел, нажимаются какие-то обилки, без понятия какие. Так, опять сон. Ну, слушай, пока за опенинг Рога никаким образом не посадил, но максимум 5%, наверное, снял. 7%. Шаман кружит. Дракон какой-то. Погнали. Dadman has that kidney shot to go. Arcane bomb, it looks like it lands. Sea-Doo's out of mana already. Oh, there's the freezing band proc. Yeah, that's really great. That's the RNG Sea-Doo is looking for. He's down to 30% mana though post-T. I think Savik still has a lot of big cooldowns. There's the preparation, second Cold Blood here. So much damage connecting. What is Sea-Doo gonna do? There's a big blind coming really soon here from Savik. Слушай, как тут какой-то ворлд штучки используются в плане айс-бомбы и тому подобные вещи. Понятно, Рога ушел в рестелс, пытается. Ну, он идет в рестелс, в принципе, не проблема. Сап, окей. Ну, это неплохо. Я бы сказал, даже отлично. Ну да, именно этот тотем он выбивает. Тотем. Тотем испортил всю тактику Роги. Я думаю, это прям будет переломный момент на самом деле. Что это за сон? Очень долго. Ну вот сейчас, да, сейчас. Нет, все-таки нет, видимо, не будет переломный момент. Шаман в этот момент. Ну, Рога что-то ушел в ап. Он решил уйти в стелс и решил автануть, может быть, с кем. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну... Рип. ПСФ Роги, судя по всему, потому что... Я не знаю, что с ним произошло, видимо... Может быть, какой-то дисконнект, либо у него пролаг произошел. Блин, ну все было на стороне Роги. Сап, и чипшот, и все. Команда было очень мало. Слушай, ну эта дуэль будет длиться, видимо, долго, потому что они решили друг другу. Как будто бы Шаман решил... Не то чтобы... Ну, дать шанс Роге, наверное. Даем так, потому что... Может быть, он понял, что у него был дисконнект. Я сомневаюсь, что просто так бы Шаман дал отпиться Роге. С другой стороны, если отпиться самому, может быть. So I mean, these guys, they know their honor and their respect for each other is worth a lot more than a big prize pool. Oh, that's great. Arcane bomb once again. That's the second one that lands. I love to see that coming out from the rogues once they lock someone down. Kidney shot misses. That's not the RNG Savix wants here today. He's down to 20%. Дела плохи. Дела плохи, и я думаю, да. He goes down, Sea-Doo. Savix goes down, Sea-Doo. Слушай, ну я, видимо, по классика я ставил на Рогу и был на 100% уверен, что Рога выиграет. Но, видимо, не тот Рога. Не настолько хорош.
like all the respect in the world for Sea-Doo, but I feel so bad for Savix, man. That is unfortunate. I mean, the fact that he disconnected is that completely blows, man. He's been grinding all month, and he's done a phenomenal job. Давайте дождемся какого-нибудь мощного. My heart goes out to Savix, man. That's painful. But look, Sea-Doo again. I mean, just having the honor and having kind of having the presence of mind to be like, look. Дайте мне Зика, пожалуйста. Я хочу посмотреть на дуэль мага с кем-то. You know, this guy's disconnected and he can't fight back. Like that doesn't feel good, right? So I mean, it's the honor and the respect for each other is worth a lot more than that. So huge shout out to Sea-Doo for that and coming back and finishing that. Вот, спасибо огромное. У нас на следующей дуэли это шаман, я так понимаю, Элем. Elemental Shaman versus that Frost Mage. Против просто мага Зик. Зика мы знаем, Зика мы любим. Zico is very well prepared. I want to see if Flixie has potentially any hidden tech that we might be missing or anything up his sleeve that we haven't seen yet. I think the traditional way this specific duel plays out. Я ставлю на Зика, я болею за него. Надеюсь, у него все выйдет. Until the shaman burns himself of mana, and then you kind of go in for the kill, so to speak, once you find that opportunity. Ну, с Богом. Yeah, let's see. Can we take another look at their gear again, if we have time? Or they might just be starting. We might not have time, but yeah, he's got the Banthox staff. Ну, Зика, да. Ой-ой-ой. To the teeth. Ну, в принципе, он неплохо. Absolutely everything. Got the Sorcerer's Oath, Flixie as well. He's got the big. Is that a Flurry Axe he's using? He's using a Flurry Axe. Okay. Oh, is he enhanced that? I said elemental. I might be mistaken. Well, he was elemental, and his gear is elemental. But you know what? Might be Тут, по-моему, тренер закупается за голду, если снимает. Hoping for like a big win for you. Oh, open with a Tidal Charm into the Polymorph. Я не могу тебе сказать, не знаю. Слушай, ну шип и сбивать это тема. Ну, этот парень явно PvP. Он знает, что такое PvP. Ему интересно посмотреть. Я думаю, он выдаст какую-то базу. Пытается пужить. Почему они все пытаются пужить? Мне кажется, они тратят просто время. С другой стороны, пока бежит, что ему делать? Хороший прок, шип и заморозка. Ой, хороший граунд. На каком же расстоянии держит шаман? Еще один граунд. Шаман так может закайтить настолько, что у мага закончится мана, но у него есть сев, поэтому... Ну тяжело, но у мага бешеный дэмэдж. Бешеный дэмэдж. Ну, это было... Да. Но я тебе говорю, ну, Зика это PvP-монстр, который знает, что он делает. Вещи там. Скорее всего, будет койлы въебало кидать и будет плохо ценить. Ну, Зика пока мана даже не собирается заканчивать. Зачем его? Зачем его? Фул ман, я не понял, зачем он это сделал? Flixie, this is what Flixie wants. Flixie wants to fight close so Flixie can get value out of shocks. Zico wants to kite far. So Zico's kind of going in for the kill here, but there's the Ice Reflector. Zico sees it, cancels his cast. Zico playing very aggressive, and if he can't kill, he's gonna counterspell. Ну все, это тут ГГ. С другой стороны, граундинг и будет хил. Не, ну тут все понятно, здесь просто бонус прокнул. Не-не-не, ну это слишком просто для Зика. Да. Я в шоке. Ну тут без шансов. Как будто бы издевательский эвок был использован. Ну, опять же, снимает контроль блоком, да, это мы видим. И человек явно знает, что он делает. Ну и второй блок. Опять же, эвок прожат, я не знаю для каких целей, то есть у него фулл мана почти. То есть у него там 70% ману, зачем прожимает эвок. В этом есть какая-то доля, наверное, логики, но я пока не могу понять.
just off the bat. Like they don't go into the duel and they're just like the whole time they're playing defensive. It's they go and they're like, okay, like I'm waiting for this, and then whenever they have their go, it's just full tilt and they press super hard, and that's what it was. I mean, that's exactly what happened. Слушай, ну маги, да, сильные. У них очень много вещей, которые засейвят. Особенно фрост маги. Блин, я посмотрел на фаер мага. Слушай, ну мы видим первую пару, да, которая в втором раунде, это Зика и Хантер, тот самый. Ну слушай, у нас вторая дуэль, и абсолютно такая же, то есть маг против шамана. Давайте посмотрим, насколько этот маг сильный. Сколько он сильнее, возможно, Зика. Это маловероятно, конечно. Ну, хотя мы не знаем, кто это такие. Ну, по крайней мере, я точно. Ice Reflector equipped, Medicine Pouch, Veramondis. This is a very min-max gear set here from both players. Should be a similar style duel in terms of the strategy both players are bringing out. I'll be curious to see if Svamp pulls what Zico did and kind of goes in early for the kill with that lockout, or wants to play a longer duel and fully the Shaman. Ну, каким бы магом, собственно, в плане скилла, да, не был бы этот игрок, я думаю, у него в любом случае шансов больше на победу. С другой стороны, я не могу понять, что это за шаман. Ой, Энх или кто? Я вижу скелет, все на это. Слушай, но с другой стороны, тут шаман, он видел дуэль Зика против того шамана. И, возможно, он сделал какие-то выводы определенные, да, практически. С другой стороны, что ты можешь сделать, когда там миллион ног, миллион заморозок, ты просто дойти не можешь. Это определенные проблемы. Так, ну что-то здесь у мага какая-то определенная проблема, с него уже спуржили все, что можно было. Только улетел. Даже не видел в прошлой дуэли, чтобы у Зика было 84% хп. У мага уже столько. Но здесь начинается опять шипа. Понятно, шип и забивает тему. Все абсолютно. Ну, ты так честно ты посмотрел так. Проки, что мы видим? Граундинг, да, хотя бы как-то скрит дэмэдж. Вызывается какой-то, блять, армия ослов против армии драконов. И эти, ёб твою мать, что происходит? Очень интересно, конечно. А как он так побежал быстро? Видимо, что-то из инженерии, наверное. Блок, зачем? Не понял. Видимо, как-то опасения были. Но эта дуэль явно по экшеневой, чем Зика. И у мага 41% маны. У него нет одного блока. То есть он уже использовал обновление КД. Его пиздит Йети. Ну, спуржили. Блин, слушай, это маг явно, либо шаман. Вопрос главный, да? То есть, ну, так оно на мил КД мы видим. У мага есть еще один блок. И... Я не понимаю вообще, откуда такой дэмэдж залетает по магу. И у мага явно определенные проблемы есть. Первое это с маной. Второе, у него 50% ХП. Шип, ну, я бы прожимал эвок, наверное, здесь. Окей, там пошли бинты, все херня. Йети какой-то, блядь. Что ты такое? Так, ну Йети отлетел. Что, использует сэвок, ну там 3 секунды шип, ну он не успеет сбить, да. Да, слишком далеко. Блядь, что происходит? Что за новое? Это, слушайте, судя по геймплею, это я играю на магии, блядь. Я вообще не понимаю, что происходит. Зачем ты подбежал? Дал новую. К тому же новая ушла в резист. Бля. Не обидно. Что у мага шансы с каждым, просто с каждой секундой все улетучивается. С другой стороны, он сейчас может отпиться. Он вышел из боя. Да-да-да, он вышел на расстояние и пьет. С другой стороны, у шамана откатывается КД, и он сейчас также будет садиться пить и просто регейнить ману. Что ему еще остается?
Смотрите, у мага нет одного блока, и если маг сейчас просаживается по ХП, то... по ХП по мане, я не знаю как ему. Ну, шип и отбиваться. Прям. Этот шаман явно второй блок, не понял. Я не понимаю смысла отдавать блок, но, видимо, что-то знает маг. Или какой-то план, и он его придерживается явно. Да, мы видим, что этот шаман явно более профессиональнее играет, либо Зика был слишком хорош. Вроде бы маг делает все то же самое. Вроде бы то же самое делает маг, что Зика, но шаман меньше 80% хп, наверное, не просаживался, я не видел это. Что да, шаман спамит тотемами, это пиздец. Я не понимаю, зачем маг подходит так близко к того, чтобы что. У тебя есть обилочки. У шамана единственное сейчас вот шанс выиграть у шамана. Ой, там... Если шанс у мага выиграть, это просто садиться по мане. У шамана уже 7% мана, кстати. Если есть манапот. Блять, зачем он нового отдал? И в этом есть какой-то смысл. Просто так нового отдавать. Может быть уже паника, может быть руки трясутся, может быть что. Есть ощущение, что маг просто стесняется носить дэмэдж. Блять, ты просто спамь. У него не хватит обилок, чтобы тебя закрыть. У него есть шок, у него есть граунд. Да? Просто спам дэмэдж. Это уже пора. Пора спамить. Вот твой, собственно, фростболт улетел в граунд. Спам еще. Like Svamp is doing with $50,000 on the line for that first place spot, it might be a good idea to just keep taking it slow, because there it is, New Jack with the mana potion. Какой смысл лоу-скиллами, чтобы просто баф? Я не знаю, я в плане, да. Классика для меня это далекая тема. Этого интереснее для меня, кстати. Бывают у себя новые вещи. Блять, что за... странный геймплей. Ну, понятное дело, был ток, граунд. Мана тем временем 21% мана, а у мага... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это дэмэдж. По-моему, 60% хп улетело. Я не понял, каким образом, что это было. Слушайте, ну у мага проблемы. У него ничего нет. Ему остается только шип. И убегать, и пить. So that's what LE Shamans are known for, right? LE Master, да, это жестко. Shade Lightning, boom, one shot. And we saw Svamp go from 60% down to 20 or 15 right there in a second. And New Jack, maybe with one more crit, would have just killed him. There was no ice blocks left. So that could have been... Yeah, it could have been game, set, match, and Mage once again trying to kite it out more, and I think you mentioned. Господа, я считаю, что дуэль затянулась. Мах явно пытается опять шип и граундинги. It's like, okay, I can finish this now. The problem is when there is a situation where you don't know, you just don't know. You're like, can I finish here? I don't know if I can finish here. Then you start playing overly defensive. That kill window might elapse, right? Like you've kind of waited too long, and now the window to take the win is it has shut. And now all of a сейчас sudden, инженерочка такая же опять залетит, он умрет. and we might see ourselves in a similar situation here. Another arcane bomb lands, well played from Svamp, but Что хотя бы уже новыми выпадает. has the mana advantage. He's pushing his advantage, spamming those purges, has the grounding totem down, trying to close the gap. Svamp gets a polymorph resist, which is definitely not what he wants here. Another lightning bolt connecting, another polymorph resist, or maybe it was just another. Все? О боже, как это было близко.
по-моему, 3 или 5% хп. Я не обратил внимания, но маг был близок к смерти. Может быть, даже 1% хп. Все из-за того, что что? Там малый. Да, Зика явно расправился с тем шаманом гораздо быстрее. Секунд за 30, наверное. Это все. А здесь мы смотрим дуэль уже, наверное, минуты 3-4. Может быть и 5. Очень долго. Из своего выиграет, ребят. Ну, да, пытается ресетнуть, типа, я понимаю. Понимаю, там уже откатывается один блок, скорее всего. Да, посмотрим за ПВП. Привет. Как будет турнир Гора. Комментируем, пытаемся. Ну, боже мой. Ну, это выглядит достаточно убого. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это дэмэдж. Я думаю, магу осталось. Блок. Да, я же говорил, что блок уже откатился. Ну... Красиво. Ну, не, ну шаман молодец. Шаман явно сильнее, чем был прошлый шаман. Это была достойная дуэль, но очень долгая. Какие классы попышились на данный момент? Попышились шаман и маг. Просто маг и, я так понимаю, Эйлен. Что у нас следующий? О-о-о. Следующий у нас Мастодон. Следующий у нас PS Hero Рога. Я так понимаю. Это у нас... Да, PS Hero. PS Hero — это Рога. И против Хантера. Ну, слушайте, PS Hero очень сильный. Очень сильный. Мы его знаем по многочисленным трансляциям, по многочисленным роликам, по многочисленным титулам гладиатора и тому подобное, скорее всего, топ-1 и тому подобные вещи, участие на турнирах, по-моему, если не ошибаюсь. Это будет дуэль легендарная. Ну, мне кажется, шансов у Хантера мало, говоря. Я болею за PS Hero. Смотрим. Наслаждаемся. Геймплей, наконец-то. С другой стороны, нервы никто не отменял, потому что все-таки на кону $100 000. Сумма очень солидная. И опять же, на кону не только $100 000, но и жизнь твоего персонажа. PS Hero knows that, so he's like, if I can just resist a trap or two, I could turn the tides here in this duel. And Mez, if he gets 2 resists on traps in a row, Mez will probably just die. Even 1 though could turn the tides. Yeah, no, absolutely. I mean, I really like the call out about the frost resist. A little bit of frost resist can actually go a long way against hunters. So I really like that call out. I like that play by Pichero and. Так, ну дуэль, я так понимаю, началась. Не могу понять, какой пет у Хантера. Курица? Не может быть. Это явно не курица. Сервер вроде твоего, смерть перманентна. Да-да-да, это хардкор Гора турнир. Гора — это смертельная дуэль. Если в дуэли умираешь, то умираешь. Все, заново качать персонажа. Frost Reflector and runs over the trap into a re-stealth. PS Hero playing on another level, inventing an incredible opener against Hunters. This flare will expire. PS Hero will be able to get a proper opener versus a Hunter for once. The flare doesn't expire. Блин, эта дуэль будет интересно. Что мы видим, не получилось нормально вскрыться у PS Hero, да, там все-таки скрывал Хантер. Но сразу же, ой-ой-ой, ваниш. Фу, очень плотная катка и...
Я думаю, у PS Hero проблема определенная. Второй ваниш. Вызывается пет. Блайнд. Да, блайнд, но блайнд забивается. Блин, какая интересная дуэль. Хантер неплох. Как он в тайминге отдает какие-то вещи. Стан. PS Hero определенные проблемы есть. У него нет КД. Да. Все, это конец, это конец. PS Hero выбивает в первом же раунде. Я не ожидал такого. Наверное, мало кто ожидал. Обалдеть. Что на этой дуэле явно было интереснее, чем прошлое. Глину не месили. На мужика, короче, пошли. Просто ломали лица. Блин, а как долго до снаться? Ой, до снаться очень далеко. Так, на следующий у нас друид против очередного роги. Слушай, ну что мы видим? Роги вроде бы сильный класс в дуэлях, да, но две роги вылетели. И в том числе PS Hero. Поэтому есть определенные вопросики. Почему у них и как они попали на эту лодку? Я, скорее всего, думаю, им предоставили эту локацию. Я так понимаю, это что-то типа острова ГМ. Где скрывается ГМ. Либо это какой-то эксплойт определенный, где им разрешили находиться, да. On the Druid. Oh man, I wish Soda was here to cast this one. I know he loves those Druid matchups. Spo very experienced. I would love to see the gear. Что значит это ник, кстати? Объясните деду. Что значит это ник SPMG? So fucking my god. Не знаю, что это значит. Ну, Фералы это, судя по всему, Т2, что ли? Или мне кажется? По-моему, это Т2. Друид. Такое ощущение, как будто превратил какую-то власянку, как же мне неприятно. Like a lot of the content that he made, so it's kind of cool. Like this is like an OG vanilla, like OG classic player coming back. So here's a big open from Vodka. Vodka opens up with the cheap shot into a gouge, taking his combo points, stacking it up, expose armor into это Ферал. Явное дело. Слушай, ну Рога неплохой дэмэдж наносит даже друиду в форме медведя. He probably, oh, there's the slice and dice. He uses the slice and dice. She's gonna try and kill the pet, so he has no combo points. Banana died. Wait. Who died? What? Somebody Is that died? A competitor later today? Oh, I don't know. Who died? Anyway, Thistle T, he's teeing off. He's really going off on him. He's got the cold blood. Big Eviscerate out of form. I think he hit him out of form. He's low. Spo is on the ropes right now. Мы наблюдаем дичайший прессинг со стороны Роги, и друид пока просто терпит. Друид терпит не знаю чего, и он в кошку даже не доходил. Он, видимо, ждет, пока какие-то КД закончатся определенные у Роги. So this is his reset right here. He's going with the Gnomish Rocket Helm, or Goblin Rocket Helm, excuse me. Going for the reset. He's going to want to heal up. He's going to want to drink, but this is going to give Bobka an opportunity to open back up with a stealth.
Что это, мать твою, за чардж такой, который не все используют? Оу, щит. Вот мы наблюдали картину, когда у Турена друида было, да, там лоу хп, и он таким образом... У него резко стало фулл хп. Это нормально. Ну, дуэль, в принципе, выглядит интересным. Пока шансы я не могу понять, у кого больше, у кого меньше. Но я почему-то больше уверен, что выиграет друид. Как будто бы у Роги закончились КД. А мы знаем, что у Роги никогда КД не заканчивается, блять. Го уже и тому подобные вещи. Bobka looking away to set up this kill, but man, how do you kill a bear a full life? Like, the kidney shot isn't going to do much at all. Bobka's down to 50% now. There's less and less cooldowns available for him. I think Spo is looking really great here. Bobka committing another vanish. Tries to get an opener. Doesn't look like that cheap shot connects, though. Bobka and Spo evening out here in terms of the total health. There's the T being used from Bobka. Only 3 uses of that in the whole tournament, and that's one of them. Stun coming out from Spo into the entangling roots, hoping for no resist there, and he gets that root landed. Spo going max distance, using a T himself, and mana and health evening out from both players' perspectives. Maybe another Moonfire Insect Swarm to connect, and it does. Looks like Spo's gonna want to just max range this. There's the Yeti coming out to assist Spo in his endeavors here today. He's sitting down, shrinking his mana back up, and bear form. Ну, я думаю, друид выглядит очень уверенным молодым человеком. Но я не понимаю, а где дэмэдж от друида? В основном, это же кошка наносит урон, но, видимо, он медведя решил оттанчить Рогу. И пока у него все выглядит очень даже неплохо. Рога не может рестелснуть. He's got to find a way to stall this out and try and get a bandage off. He doesn't have the bandage debuff yet, and I think that's what he's trying to do. But I don't think he really is going to have that opportunity, and he might just try and turn it around and go for it. Stack up as many combo points as he can and try and tee off in a stun is what it looks like. He is just going to keep that Fairy Fire on him the entire time, and he is just going to keep that pressure on Spo, making a smart play with the stun into the heal, making sure that he doesn't get too low for Bobka to get a chance to tee off. Да, дэмэдж по друиду вообще не проходит. Первые секунд 30 дэмэдж какой-то был, сейчас друид явно прозрел, видимо, себя уверенно и делает какие-то правильные вещи. Рога пытается рестелснуть. У меня, в принципе, есть шанс. 2, 1. Ну нет. Повесили доту и страдай, малый. So the Fairy Fire dropped. This is Bobka's opportunity. Spo knows it. He's chasing after him, trying to get a Fairy Fire on him. Ой-ой-ой, не получилось у Роги, к сожалению, рестелснуть. Let's see if he can get a Fairy Fire off on him, because that is huge. That is so important right now. Bobka stalling out long enough to get a big heal, big health potion. Да, и меня повесили. He's gonna start getting his cooldowns back up soon. Ну, не проблема у Роги определенно есть, конечно. Ну, пока непонятно, каким образом Рога вообще выйдет из всего этого положения. С другой стороны, у друида заканчивается мана, но у него есть иннер. Может быть, иннер был потрачен, не помню. Ну, бабки определенные проблемы. Я думаю, скоро дуэль закончится. С другой стороны, у Роги уже откатились, скорее всего, большинство КД, потому что дуэль идет уже достаточно долго. Ой-ой-ой. Это хорошо.
Это хорошо тренькует. Ну да, друид понял, что он вне формы, есть и будет по нему дэмэдж проходить, поэтому он треньканул и быстренько занырнул обратно. Так, ну что за мейн-блайнд в обычной форме. Друида. Да даже, ну обратите, ой-ой-ой-ой-ой-ой, хороший урон проходит, хорошая комбо, но не до конца. Что, я думаю, финал близок, давайте быстрее, мать вашу, я хочу посмотреть на снатс. Да, по медведю вообще урона zero, ну где-то процентов 7 он ему сейчас снес. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друид. Рога молодец. Не, ну это красиво было. Я уже думал, все. Типа, Роги ничего не поможет. Ну, ошибки друида. Никто не скучал. Странные выходы из формы. Это игроки, комментаторы или руководители турнира. Слушай, это и игроки, но они, видимо, я так понимаю, не участвуют в турнире. Это и комментаторы. И, скорее всего, те, кто решили организовать данный турнир. Doesn't even give you the opportunity to stealth at all. Whereas if you have a dot on you, you can still stealth, but it'll knock you out of stealth. Опа, мы наблюдаем на вара на турнире. Первый вар. На вар интересно посмотреть. To be able to keep a fairy fire on a rogue in that whole duel, and that's why we saw him trying to separate so much. Also, in addition to that, fairy fire lasts for 40 seconds as opposed to the shorter time of a moonfire or an insect swarm. So that's why that was so important. And whenever he let that вар против Хантера. Слушайте, я, конечно, люблю варов. Я надеюсь, что вар сделает это. У него, в принципе, есть все для того, чтобы выиграть Хантера. Мне кажется. Maybe we can confirmation from admins here. It looked like Banana died at the start of that duel. I believe Banana is supposed to be up here later today. In the brackets, I see his name. If we can get confirmation from admins, did Banana actually die prepping somehow for this duel, practicing? Was it some type of backfire? We'll have to wait on that and see exactly what happened there to Banana. In this next duel, though, we have Relay versus Bean. This is Warrior versus Hunter, and но я не помню, чтобы, играя на варе на классике, у меня были какие-то определенные проблемы с хантами. Но единственное, что, конечно же, замедление определенное. Также на расстоянии держишь. Вар только черный, а у него уже 15% хп отлетело. Промахиваются бомбы, к сожалению. Да, вот вся основная проблема. Ну, да, Фирман, конечно, немножко уменьшил дистанцию, но трапа, еда и летел на коня, это нагло было. Если пошел замес, пошел урон. Такое ощущение, как будто бы вар немножечко не дамажит, да? Не хватает дэмэджа у вара. Вроде бы подходит, что-то делает. Oh no, yeah, Bean's he's definitely on the back ropes here. He tried to get on his mount to separate and gain more distance, but whenever it resisted, whenever Heartbeat resisted,
a big problem, something to keep in mind in vanilla versus the later expansions, vanilla mounts are 3 seconds, so he didn't move. Нет, Вар, давай, терпи, ты выиграешь. Я верю в тебя. В принципе, у Ханта 38%, а у тебя 20. Oh shit. Все, это ГГ, ну, наверное, ГГ. Пет умирает. Я не знаю, на что Вар надеется. Ну все, это конец. Как жаль, Вар. Это первый Вар, который умер. Ну и, в принципе, первый Вар, который мы увидели. Ну, сейчас, кстати, мое почтение организаторам турнира, которые матч за матчем идут. То есть они быстренько комментировали один матч и идет до следующего. Это очень интересно. Мы дожидаемся 16, смотрим на Варлока и заканчиваем трансляцию. Может быть, я сейчас через 10-15 тоже закулюсь. Отдохнуть. На турнире я смотреть продолжу. И вам советую. Okay, so we're getting an update on Banana's situation. So Banana, he was a no-show. So he was DQ'd because he was a no-show and was replaced in the bracket, and his character died. Yeah, unfortunate way to go there. Yeah, so man, that last duel though, just to reiterate, Bean had 2 or 3 very unfortunate circumstances happen and still won. I just want to emphasize how awesome that last duel was, because normally это, конечно, Рог. Ну, так, ну, следующая дуэль у нас Рога и Хантер. Спайси против Прокси. Expecting the unexpected, so to speak, and ended up coming out on top despite the duel flipping on its head from the get-go. In the next matchup, we have Spicy versus Proxy. We have a Rogue versus Hunter. Looks like he accidentally fapped there. Здесь без понятия, Don't know if they're going to be able to wait out 2 minutes for that cooldown or not. We have full. Есть ощущение почему-то, что Хантер. From Spicy. Spicy did fairly well here in the standings, and Proxy. I like that. Yeah, very nice. And a lot of these players opting for that Goblin Rocket Helmet. And I mean, as they should. It's such a great CC, but not only that, it's such a great gap closer for something like a Warrior. Something like, even like a Mage that wants to dead zone and push a Hunter. But having that CC in your back pocket on a separate cooldown than a lot of other items is a really great cooldown to have. And looks like the dual flank drops and Spicy goes stealth and Proxy's posting up on the flare with the freezing trap. I like how you mentioned how the Goblin Rocket Helm could also be used as a gap closer as opposed to just a reset. Because I think a lot of people look at the Rocket Helm as a reset, but there's so much you can do with that. Sometimes you just want to use it to close the gap. Oh, here we go. The duel's starting up. Immediately gets frozen trapped. He gets knocked out of it. I don't think Этот Рога явно себя ведет более дерзко, чем прошлый Рог против Ханта, такой же. Scattered here. His trap is still on cooldown, so he's not going to be able to trap again. Goes ahead and does the Rocket Helm. Это за контроль, и мне очень интересно, что это за контроль такой. Все игроки используют его. I believe Rocket Helm and Trap is on the same DR, if I'm right. But Spice is going to open up on him. Proxy is in a really, really bad spot here. He goes ahead and faps, so he's able to get away from the crippling poison procs, but you have Spicy using the... Да, у Прокси проблемки. Зеленые проблемки, Рога его прессует и прессует его неплохо. Хорошо отдает контроль Рога. Пока не вижу проблем у Рагулика. Вот опять этот контроль, я без понятия, что это. Явно какая-то шмотка. Вот тебе PS Hero, да, который мы ожидали от него какого-то цвера геймплея, но умер он достаточно быстро. Есть ли шанс у Прокси на победу? В принципе, да, потому что КД Рога отдал. Осталось только аккуратнейше кайтить. Аккуратнейше кайтить и не резистить определенные вещи. Но там доля везения. Как Рога добирается до него? Я не понимаю, боже мой. Как так просто?
Это выглядело просто. Я не понимаю, каким образом Спайси добирался до Хантера, особенно с отсутствием КД. Это выглядело просто. На удивление. Was just waiting it out, but I don't know. How did you feel about that? I mean, he ended up winning the duel, so it kind of doesn't matter. But how did you? What did you think about that? Would you have tried to kill the pet there, or? I think I agree with your assessment. Like it seems like. Ой, у нас интересные дальше пары. Это Прист и Хантер. Это первый приз на нас трансляции. Первый приз дуэли. Интересно понаблюдать. Кто из себя представляет шипы присты на классике? Не представляю, какой, в принципе, дэмэдж выжить есть, чем мана. Самый главный враг — мана. Заканчивается мана, заканчивается, в принципе, все касты. Даже must have some brilliant, gameplay in mind to be able to do that. We have this matchup here. I'm not super well versed in Hunter v Priest, but I'm excited to see how this one unfolds and unpacks. We have probably a strategy from Lil Bach with Viper Stings. Song is sweet. And there it is, the Viper Sting right off the bat. It's trying to close the gap. We have Cat back with the BM connecting on the Sots in the opener. Another Viper Sting being pressed, and Sots doing a great job of not only closing the gap, but also removing the Viper Sting. Опять эта обилка, которая мне неизвестна на самом деле. Little Bach's going to come out on the negative side of the mana drain exchange if Sots keeps up with the incredible reaction time to those elixir cleanses on those Viper Stings. We have some decent. Слушай, но пока у Хантера есть определенные проблемы, потому что он представляет 90% КП и 64% мана, а у Хантера уже 40% мана и 50% КП, и Прист явно чувствует себя уверенно. Майнбласт кастуется. Да, я думаю, без шансов. Хантер отлетает. Да, это было быстро. Было быстро. Вы представляете, ладно бы те дуэли, которые идут там 2, 3, 4, 5 минут. Представляете, вот эта дуэль, которая шла, наверное, секунд 30. Ты просто качаешь персонажа, одеваешь его, и он умирает за 30 секунд. И как бы ждешь этот день. Надеешься на какой-то результат, и ты отписаешь. Ой-ой, дальше у нас зеркало 2. Варлок. И это? А, стоп, нет, у нас сначала Прист и Варлок. О-о-о, а потом уже 2 Варлока. Варлок залетает нам на трансляцию, наконец-то. Если мы посмотрим на Варлока. Интересно, в каком спеке они играют? Мэднекс. Знакомая. Не знаю такие. Dispel, the elixir poison resist causes 0 mana. Viper Sting has a pretty substantial mana cost. So the Hunter oomed himself, and then the Priest took the win. Because not only was Little Bach ooming himself, but he was also doing no damage. Because if you're Viper Stinging, it comes at the cost of not aim-shotting, multi-shotting, arcane-shotting, getting damage off. Тут этот Т-05 очень даже симпатично выглядит. Я бы только в нем бы бегал. I can't wait to see how the rest of the tournament unfolds for him. I'm excited for his next matchup. That was really well played. Yeah, and I mean that's that reverse mana burn that we were talking about yesterday too. It's like ШП против Варлока. Очень интересно. Дуэль намечается. Как жалко. Ну, я думаю, у Варлока есть шансы и очень большие, потому что он может спелстилить, ой, не спелстилить, а уржить, также снимать себя. Там, с другой стороны, по-моему, КД лютые. Что-то резист. Ну, ты же подготовился, ШП подготовился. A great player will have a strategy in mind, and when it's not working,
change that strategy in real time. And here we have this next duel underway. It's Shadow Priest versus Warlock. Generally, we've seen Warlocks have a slight advantage here. Shadow Priest looks like he's going for early dispels. Ну, Прист уже явно держит дистанцию. Сейчас будет оббафывать, обдотовать, вернее. Так и будет, наверное, вся дуэль. То есть он с себя снимает дотки. Пока... The Fell Hunter here going for the pet kill. When that second pet comes out, he might go for a second pet kill. Дрейнманит. Грязно играет лог. Грязно. С другой стороны, ШП просто убивает пета. Это очень неправильное решение, но у меня зависит от трансляции. Блять. Не надо, пожалуйста, прогрузите. Yeah, this might be a little bit longer of a matchup here. Yeah, I could see this going back and forth for a while now. I mean, this is it's a pretty classic thing that we see with Shadow Priest Warlock. They're constantly going to. Я представляю, если эта дуэль такая, что будет тогда лог против лог. So if you're trying to kill the pet, they're going to be able to heal it. The life taps, the drain lives, using health as a resource. Ну да, если только действительно высасывать ману с приста, потому что у приста уже 32% маны и 79% хп, у Варлок все достаточно уверены, я думаю. Выглядит это неплохо. И дрейн маны 27%. Просто осталось немножко в плане маны. Скорее всего, у него есть в запасе монопод. Я думаю, этого не сильно спасет. Да, вот здесь мы видим, что Варлок достаточно универсальный. Это похилит. Ну да, у ШП мало шансов, на самом деле. Я думаю, это конец для ШП. Просто буквально там секунд 30-40 выживет. Нет маны. Это ГГ. Монопот он использует, судя по всему. Looks like he does regenerate some mana. There might have been a T, health and mana regenerated. Looks like the nade come out. The inner focus mind blast connects, but it doesn't do as much as Future wanted, and this might spell out the end for him. Furbolg medicine pouch, but Future drops and Madnox takes it. Rip to your guilty as fan. I'm sorry. Без. Да. Ну, то есть мана закончилась. До свидания. Я не понял, что это было. Прист не прессинговал. Прист выбрал тактику пассивную какую-то. Мне кажется, здесь, может быть, я ошибаюсь, но судя по тому, как быстро кончается мана, тактика пан или пропан. Пан, блядь, газ. Она работает здесь. Чем быстрее ты отдаешь обилки, чем быстрее ты вносишь дэмэдж, тем лучше. Тем больше шансов на победу. Хотя, может быть, я ошибаюсь. С другой стороны, сделать себе комфортное, да, вот комфортный продэмэдж, вот тяжеловатая ситуация. Как сделать себе так, чтобы таргет давал тебе продамагать? It's not like an innervate or it's not like it's a full heal, but that little edge. Даже не видел, чтобы Варлок использовал койл. Потому что мы видим здесь, это зеркало, Варлок против Варлока, это будет месиво говна. Это 100%. 1% more crit, like that's a big deal, you know, and that's what's so cool to see with these duels. Every inch they can get, they're gonna take, and the competitors went out of their way with such a big prize pool to min-max their gear as much as humanly possible. We have Gripping versus Crazy here in this next matchup. This is a Warlock Mirror matchup. We saw a couple of these yesterday, and some of the Warlock strategies. Опять армия каких-то петов. Драконы и эти против двух андедов. И тут Йети есть, боже мой. These two specific Warlocks are gonna opt for in this matchup. We have dots coming out to the pets here. Both Warlocks opting for the pet kill. I wonder if health funnels are going to be committed. Well, that's something we saw yesterday in the Warlock duels. We saw that at the end too, where it was like going to kill the pets was a win condition. Ooh, Arcane Bomb.
Так, ну пока дуэль Фир, Дот и Фир. Пока, в принципе, типичное зеркало, на самом деле. Ну, попытки убить петов, кто быстрее убьет петов. Но, с другой стороны, есть обилочки, которые быстро вызывают петов, и все. Ну, это, видимо, такая тактика используется, собственно, варлоками в дуэлях против друг друга. Это просто убить пета. Это выглядит глупо. Okay, both warlocks have no pet. Summon Fellhunter coming out from gripping. That chicken is so Сейчас будет повторение. Там чуть курица реально не убила варлок. У него есть определенные проблемы. У него... Едьте, его убьют сейчас. After not starting it until he was maybe halfway through the cast, so it was super funny. The difference that it made. That chicken was actually big time. It was, man, and gripping's really low, and Crazy might have the advantage off that. Дуэль. Unfortunately, but Crazy has such a big lead here. I'm curious if the warlocks are gonna. Я думал, зеркало будет интереснее, а это выглядит как Кобит Пета пел. Crazy using that offhand spellstone, I believe, and Full Fear comes out through it. Banish comes out from gripping. Maybe gonna go for a first aid on the banish. That was really well done from gripping, evening the tides here. Crazy's getting feared so far. I don't think it's gonna be far enough for the duel to expire. The nice thing about Makaraz is the duel range is really far. We'll see if that is in or out of range. Looks like it's in range. He's coming back. Crazy, not quite full life yet. Слушайте, ну эта дуэль, к сожалению, ресетается, потому что они делают камни, они отбиваются, они вызывают питов. Фулл мана, фулл КП, ну кроме как Крейзи. И нас ждет опять вот это говномесиво в плане я сейчас убью Пета быстрее. Блять, это... Да, это ПВП. ПВП варлоков. Я ненавижу зеркало. Блять, вот тупые дуэли, к сожалению. There's a death coil coming out onto Crazy, and Gripping is probably pretty happy with this exchange and this reset, because Gripping was definitely on the back foot there. Это, видимо, в какой-то вселенной считается скилловой темой, типа убить пета. Это, возможно, правильно, потому что там больше дэмэджа будет проходить по таргету, когда ты убиваешь пета, потому что дэмэдж делится. Здорово, фрик. Я на минут через 6, наверное, буду врубаться. Привет, привет. Смотрим, замечательное просто зеркало. Фир. The death coils and the fell doms. So what fell domination does, it allows them to cast a pet really fast. But слушай, ну это похоже на развязку, потому что у них ни одного пета нет, у Крейзи вообще нет и хп, и маны. Хорошая бомба, и все. GG. Слушай, ну, честно говоря, все равно выглядело дерьмово. Ну, это скучные дуэли зеркал. Там, по-моему, у нас будет зеркало маг против маг, и это тоже будет выглядеть так себе. Даже вот не могу вспомнить, какая дуэль действительно у меня отложилась в памяти. Это, наверное, друид против роги. Было что-то интересное. Так, в следующей дуэли у нас друид против шипе. Друид, так понимаю, ферл. Или ферал, как вам удобно. Даката против Люкси. Дальше у нас Сони, Вар. Это второй Вар на этом турнире. Больше пока не было. Ну, потому что, видимо, все берегут своих варов. Он был Крагаров. Full mana, full health. Let me just play safe. Let me just get full life. And I think, unfortunately, there for Crazy, you know, it might have been the wrong choice. Like Crazy could have taken the win, but instead he's like, you know what? Let me eat the full.
let me get full health and just go again. But on the second playthrough, he didn't quite get the same RNG, right? Maybe the resist, the crits were different, and then gripping took that advantage. I think Crazy's like, oh man, right? And that's what we were talking about with a player like I think it was Zico, like knowing when to run, but also knowing to be like, I can't reset. I'm 20% life here, but I can't reset. I have to take the win now, or else I'm probably gonna lose. Давайте выходите, комментирую данную дуэль. Пойду поем. In this next matchup, we have Dakota on the Shadow Priest up against Luxia on that Restoration Druid. Does have a green chest there, has quite a bit of stamina. Another green helm though. It looks like no, that's his Dakota rather. That Dakota didn't quite have time to get fully На кого здесь ставим, ребят? for this На кого tournament. здесь Shadow ставим? resist gear, opting in there for Luxia. I like that. 1 or 2 resists can spell out the difference here. Мне кажется, Really nice ШП. though to get Shadow resist Если gear будет that also агрессивным, might have то я думаю, stamina, because like you were mentioning yesterday as fan, if you're giving up stamina for resistance, it's really just a gamble. Yeah, like you're going for that RNG. Really, you're going to you're gambling to, hey, I'm gonna have less total health, right? I'm gonna have less total health, but I'm gonna go for some resistance and hope that I just avoid the damage altogether instead of taking a lower percentage of my health and damage. So. That's right, and we have the dual flag down. Every time this goes down, it's just like you can feel the intensity. And I'm so happy Blizzard opted for Как ты думаешь, ШП? Ну да, я тоже так думаю. It's like, no, let's make this one epic so everyone knows what's actually occurring. Ну, главное, чтобы он сыграл агрессивно. Влил больше дэмэджа, потерял больше ману, окей. You know, even if someone declines, just seeing it drop is pretty cool. С другой стороны, как он может сыграть иначе, если у него нет воинов, да? То есть он не может уйти. Getting the opener on Dakota. It's like some bleeds are coming out. The full fear connects. Instant trinket from Luxia. Luxia popping that Barov's trinket and connecting a lot of damage here on the Dakota. Catform, he comes out of Catform to get the Moonfire and Insect Storm. A lot of bleed damage onto Dakota. I'm curious on the strategy here. Ну, конечно, отсосал, потому что у него мана бы закончилась. У ШП явной проблемы, кстати, с маной нет, я не понимаю, почему. Он же какие-то битки прожимает, а где у него? Почему у него мана не кончает? Но он променил монопод. Это какой-то баг, видимо, я понимаю. О, сейчас пошла жара. Mana and 50% for Luxia. Luxia opting for Wrath Spam into the Rocket Helm to close the gap. It's a pretty nice opener for Luxia. And Luxia using that early Innervate and spamming those scrolls, the low rank scrolls, the Noggenfogger Elixir to protect the... О, нет. Грузись, пожалуйста. Ну, прогрузись, пожалуйста. Innervate from being dispelled. I really like this play. Luxia knows if he can get value from the Innervate, regenerate mana that he can... Слушай, ну у ШП есть проблемки в том плане, что у него 50% маны. Они здесь все инженеры. Все просто инженеры. Инженерия классики. Да и, в принципе, наверное, до катаклизма. Фандария. Слушай, ну теперь чаша весов все-таки склоняется больше к победе друида. Arcane Bomb. I think we might have had a little hiccup there with the internet or something, but yeah, Arcane Bomb and going in, Entangling Roots. So he's playing out of form a lot right here to try and find him at a range, and I don't know why he did that out of cat form. Да, всему вам инженер. We'll see here. Okay, he goes in, he's gonna engage. I wonder if he's gonna go with a bash here. He gets feared. How bad am I lagging out? You look great on my end. Okay, yeah, we can just keep going. So yeah, they're going for it. They're just fighting. He's just wanding right now. Dakota is Здесь найдет он телевизор, выключит телевизор. Yeah, so he's probably just trying to save as much mana as possible. And one of the nice things about Wand. Что у нас? Я просто отвлекся. Воу, друиды уже 30%. Ну, уже 60. Уже 50. Как быстро у нас все тут развивается. 100. Ну, все, отсосал.
Не помогло. И на дэмэдж проходит, в принципе, да. Не на нее теперь у ШП, слушайте, у ШП теперь, блять, как у них все быстро меняется. 80% ХП и 32% приста. Друиды проблемки с маной, у него нет иннера, что иннер он уже отдал. Че, друид, пизда? Да выебывался. Если не понимаю отдачи иннера на столь ранней фазе. Тебе, по-моему, было 50% маны, но ты решил его отдать. А сейчас ты просто будешь бегать и охуевать, потому что у тебя нет ничего. On the back foot, 10% mana kiting it out. We've seen Luxia come back from worse, but Innervate has been expended. Dakata's in hot pursuit here. Insect Swarm from Luxia. Mana pot used, and I like that. Nice and early. We want to make sure to get the pots on cooldown so we can wait until the next pot comes back up. Просто интереснейший геймплей дает. Yeah, I mean, it looks like this one's just gonna go back and forth. Sorry about the lag issue. Apparently, I had an issue with the lag. I don't know where it came from, but it's fixed now. So, yeah, sorry. Бля, граната вообще вот не туда, но это было, в принципе, очевидно. Конечно же, геймплей на присте, потому что прист просто вандой бьет, экономит ману и навешивает чуть-чуть дот. С другой стороны, у друида есть смысл так бегать. And using that wand a lot just to get a little bit of damage in. It's not very much, but just getting that little bit of damage in and not actually casting a spell goes a really long way. Ну, в принципе, логично, логично. This could be a long one. This could be. Друид может так докатиться до той степени, пока у приста не закончится мана, но прист явно экономит. И когда мана не прибавилась, но у них просто отстает почему-то фрейм. For Dakota to actually line up that kill, and Luxia knows that, and Luxia is waiting for his opening, and like we've mentioned a lot before, a lot of the times in a duel like this, it's waiting for that first person to make a mistake. Right, you're kind of just staring them in the eyes. Да, первые действительно ошибки играют сейчас, ребят. Кстати, тем временем уже 47% маны, у него явно есть шанс побольше. Эфира дается, тринки нет, ничего нет, поэтому он побежал. За этот период побежал он пиздец как далеко, на самом деле. Я обожаю эфир, это очень порывый обил. Ладно, скорее всего, в большей степени GG для друида, потому что там и диспелится фотки. Это мало что поможет друиду на самом деле. Даже тактика. Блять, с другой стороны, он уже поднялся почти на фулл хп. Это поразительно. Он ушел в инвиз, но не высок, потому что навешивает доты. Это будет прокаст, скорее всего. You know, we don't want to get to that situation where we're going in. We want to save a little bit of mana to maintain a little bit of healthy HP here. Luxia, though, pushing in with that arcane bomb, and that could turn the tides for him. Дуэль, в принципе, интересно, достаточно равно выглядит, и предпочтения даются всегда в разных фазах дуэлей. Здесь уже опасно за приста. Друиды явно есть какая-то тактика, он ее придерживается. Урона 0. Не знаю, ну фулле дэмэдж, в принципе, неплохой. Не знаю, почему Ой, Минер пошел. Урана. Радиоактивного. Что, они... Ну, у них сейчас будет полноценный ресет, по-моему. Ну, ошибка друида в том, что он дал ему все-таки попить. Бежал, не смог сбить и отрегенился. Они отрегенились оба, в принципе, да, 96%. P65. В принципе, подняться можно быстро. Что, друиды 70% маны, ну понятно, это был Водан Иннер. Уже Иннер. То есть, блядь, сколько же они бегают в дуэли, непонятно.
Yeah, I absolutely love it. I do want to clarify on the rules for flask usage. Ну, короче, ребята, я пошел, это не дуэли. Давай я сейчас зайду эту дуэль, досмотрим, мы вместе пойдем. Нет, ну сейчас пойду после этой дуэли, блядь. Я думаю, здесь осталось недолго. Минуты 2. Ну, блин, насчет шоу Бенни Хилл, это правда, блядь. Достаточно поставить музыку, и тут беготня какая-то друг за другом. Well, it's not gonna do much, you know, for you when you're dead. So you Блять, wanna. эфир, я ненавижу эфир, блядь, конченая билд. Почему-то у магов, блядь, обилка контроля такая, что цель остается на месте, блядь. Эфир это пиздец, ты побежал. Таски беганины и инженери ты забыл. Где Дэм? Ну добей, умоляю, пожалуйста. Такие сильные дуэли в классике, но, по-моему, один энф отлетел. МПС Хир отлетел, это было неожиданно. Хватит, слип просто на сколько секунд? На 30, блять, он подхилился. Полностью отожрался. Ой-ой-ой, хороший бомба, кстати. Надо уже заканчивать, приз давай. Даешь фир, ты даешь прокаст ему. На самом деле я бы дал... Блять, я бы сначала дал доты. В чем проблема навесить доты и потом дать фир? Мне кажется, это было бы больше профит. Luxia might be able to turtle this out all day with mana potions and healing up and I mean, as I say that, Takada now you know, is in kind of the back seat here. Luxia uses the mana pot and Takada has 15% life. He's going for mana burn. It will be max range. It's well played there from Luxia. Ну все, погнали теперь в другую сторону, собственно. Playing at like 32 yards, and whenever there's something casted, you can go to 36 yards, or same thing with like 24 and 27 yards. Бля, Купер, я с тобой вот сейчас просто плюс 100 даю в твоем комментарии, то что это, блять, клоунада какая-то. Very well played from Luxia. Luxia charges in, and looks like things have evened out once again. Mind Flay being casted. Arcane Bomb. Misses. Missed the arcane bomb because I think he was predicting that Dakota would move, and Dakota. С другой стороны, их понять можно, потому что качали персонажа, обидно было бы. Умер так бесхребетно, без попыток. Тут идет подстан. Бля, ну это почитаемо на самом деле. Я думаю, просто читал тоже. Типа вешай доты и зависай. Вешай доты и феряй. После того, как ты теряешь КД на прокаст, вернее, даже не прокаст, а навешивание, ну, быстро. Да, уж и по яйцу лок было. Они там, по-моему, все под яйцами. Так, ну ладно. Опять на этой охуительной истории, пожалуй, закончить трансляцию. Ёб твою мать, у меня 6 человек смотрят на ютубе, представляете? Мы будем заканчивать трансляцию, ребят? Привет, так. Я спасибо за знакомство на стриме. Ninja шлем водолаз. Привет, Алексей. Ёб твою мать, я ютуб даже не видел, что у меня там 6 зрителей на ютубе. Ребята, ютуб, привет. Огромное спасибо, что заглянули. Теперь не знаю, заканчивать трансляцию или нет. Неужто вам нравятся мои комментарии? Мы смотрим. And right there with Dakota, to your point, it was he got the blackout proc and he got the tee off, right? He had the chance to tee off earlier, didn't finish, right? Didn't finish because of the sleep, and Luxia got to separate there. It happened again. Ну то, что турнир, да, такой немножечко загнецует. Используется все. Знаешь, как будто говно и палки просто. Все летит. Но, с другой стороны, все нужно. Используется любая тема, чтобы выиграть.
after he was casting on him is because he didn't do that direct damage to him yet. So yeah, he ended up getting a little bit of mana. After that, the arcane bomb missed, and then it was the tee off. Я уже 100 лет не смотрел 7 человек на ютубе. 6 человек. This is an important duel here. Sony on the Warrior versus a Warlock. Warlock actually having Если a really nice ХК, то opener. ХК, он для своих баф, но World баф. Stacks it and summons another one. So there's World баф so much тоже deals to немножко get through. дисбалансно. Yone's doing a really great Просто job of Ребзи fighting выходит with the просто Falcon мерить, and у the кого sprint инженер boots, and получше. Sony's finding himself in a really tricky position. Ну, по факту, да, ты early on in прав. this matchup. Sony had that full rage, but already expended it. Now he's going to go max range, potentially look for a mount up here. The charge was stopped with that Curse of Agony. That was well played from Jonas. And this Warrior versus Warlock matchup, I can't stress enough, could be the information we need to see how the rest of this tournament's really going to play out. We have the arcane bomb and a Ребятушки, прожмите лайки на YouTube. 5-second silence, mana drain, and damage. Вас 6 человек, прожмите лайк. Слушайте, Слушайте, у нас... О май гад, дуэль пошла. Подождите, тут интересно. Вар против Лока. Это что-то более-менее интересное пошло, жара. Ну, тут, мне кажется, у Варлока шансов мало, потому что против Фира есть еще... Единственное, что есть у Варлока, да, это 2 бабла. Что такая ла против Вара? А что происходит? Варлок стоит. Что это за мошки? Второй бабл? А, нет, это первый бабл все еще идет. С другой стороны, еще ферять у АРКД. К сожалению, моя проблема в том, что я не вижу YouTube-чат. Yeah, and it looks like Sony's reconnecting and getting a Бомба second залетает. arcane bomb. I mean, dude, this looks like Sony's duel to win Что-то... here. А есть дэмэдж по варту вообще? Там дэмэдж не проходит. Смотрите, как будто бы фрейм опять завис. Но нет, 99% мы видим. Боже, как ужасно. Да, это тот случай, когда без шансов. Intercept play potentially. There's another pet to sacrifice from Yones. A howl of terror coming out potentially for those pets as well. Дракону резист этого finds himself pretty far from Yones here, the Warlock, but I just don't know how Yones is ever. Здесь у Варлока мало шансов. Потому что спец, скорее всего, кисает и... Да, он успевает сюда прожать бабу. Успевает прожать decides to maybe just play defensive and kite out this 30-second shield and then go in out. Я думаю, что съебись, что за блоха, блин. I think he's gonna try and mount up here. He's trying to he's probably gonna try and mount up if he can and try and re-engage. He gets back in contact. Да, мана нет, ХП нет, пета нет, вар почти пол ХП. Ну, все очень грустно, на самом деле. Бабл скоро спадет уже сам. Да, блядь, что это? And he's just pulling out the crossbow, trying to make sure he doesn't get out of combat so he can drink. So that one hit of that crossbow, я не знаю, там какая-то прыгучая, блядь, хуйня. And he's gonna have Berserker Rage back up. He uses it, Да нет. and he's gonna be able to tee off here, and this is his chance to finish. He's gonna get Не an атакует. execute range and finish Ну, right понятно, все, here. в принципе, Boom, очевидно. there it is. Sony Вар побеждает. first match of the day against Yones. Ну, Вар, ладно, Excuse me, I was достаточно достойно провел. I didn't see it hit, but it did hit, but incredible. Локу нужно было какого третьего синяка вызывать, там уже был третий бы синяк. Это обилка на КД. Знаете, самое главное, какая проблема у меня? Пришел на Twitch. Спасибо за лайки на ютубе, кстати. Видите, фоллоу на Твиче-то. Like, I'd be scared. Like, Sony just played that so well. So much damage was coming out. There was no blunders. I mean, Что дальше у нас Рога и ШП, да? Can't really pinpoint any like large mistakes. Слушай, но шанс большой того, что Рога выиграет. Я не знаю, что должен сделать ШП. Man, I would love to see like a Sony versus Snut later today or something like that. It would be a really fun matchup to get to watch. But speaking of fun matchups, we have Rocket Man, which is Perplexity for those of you Perplexity fans out there, versus Exons, the Shadow Priest.
We've seen matchups like this go back and forth. We saw Perplexity in the qualifiers yesterday win against a Priest. По идее, здесь такого говномесива быть не должно. Типа Роги нет смысла. Ну, хотя Рога может вообще заеведить файт полностью. Куча возможностей. Плюс еще и инженерка этот замечательно. Трансляция, грузись, твою мать. Не подводи меня. Я вам хоть экран включил вообще? А, ну да. Есть проблемки определенные, у меня почему-то не грузит. Ну, мы, в принципе, я так понимаю, ничего не посмотрели. Опенинга не было. Я уже тут продолжим. Нерланд, привет. Должна быть легкой для Роги? Не знаю. Слушай, ну мы уже попадали здесь в том плане, что я был уверен, что Рога в какой-то дуэли выиграет, но Рога отсосал так, что без шансов. Поэтому смотрим. Блять, у меня даже в 750p вообще не грузит, я не понимаю, ебучий интернет. Player with so much money on the line, he wants to do everything he can here. Что Рог вообще задумал? Я просто, знаете, вот в плане геймплея за Роги я не уверен. Будем вместе. Типа, если он кидает сап, потом еще сап, он комбо набирает там комбо-поинт или нет? У него там не суммируется за это время? Есть смысл отдавать 3 сапа подряд? По-моему, да. Я теперь понимаю, Купер, блядь. Можно драку, пожалуйста, увидеть? Тут лютое месиво. И не лагающая трансляцию. Пожалуйста. 30 тысяч человек, кстати, их смотрит. Смотрим YouTube, там никто ничего. Перелайк на YouTube. Спасибо, ребята, огромная поддержка, большая. Даже 4 лайка это уже достаточно много. Спасибо, что все еще со мной находитесь. И, к сожалению, в скором времени будут заканчиваться. Потому что там, простите. И хотите дальнейшее наблюдение за мной, то фоллоу на Твиче и подписка на Ютубе, ребят. Буду крайне благодарен. Никакие донаты, ничего не нужно, только ваше присутствие. Мы денемся на полный стрим на ослабляющим голос. По-моему, вполне расслабляющий. Ну да, пока выглядит легчайше для Роги. Я не знаю, чем он так долго мутился. Да, блайнд хорош. Блайнд на таком проценте хп хорош. С другой стороны, приз подхиливается понятно чем, да. Ну, Фир, да, Тринки. Да, ты был прав. Действительно легчайшие, пока выглядит в Роге full хп. Нет маны. Ну, это легчайший GG, и поздравляем Рогу с прохождением второй раунд. Фир это просто огонь, и на самом деле ничего не поможет. Там еще расовая билочка подлетела. GG, я пойду за лайк. So the thing we saw there that Perp did, and we talked about it with Fairy Fire in the Druid duel earlier. So he had a dot on him, but he got out of combat, right? So he was able, he looked at the dot tick, and it's ticking. It ticks, he stealth cheap shots in between the ticks. So he, even though he has a dot on him, he's still able to reopen on him. And Perp played that beautifully. Just absolutely phenomenal. Just going in with that blind reset, and then the gap closer with the Goblin Rocket Helm as well. So
Phenomenal duel by Perp, and we have him facing Sony in the next round. That'll be a fun one to watch, man. I can't wait to see how these brackets shape up as we get closer and closer to these. Так что продолжим, кто у нас дальше. Это явно друид и Рога. Блять, как они заебали, честно. 5 лайков на ютубе, ребята. Пошла жара. Я даже самый лайк не ставил, вы понимаете. Я просто сдался с ютуба. Тем не менее, уже как бы все-таки остался. Да, потому что ребята подскочили. Но я ненадолго, на самом деле. Я, конечно, хотел посмотреть весь первый раунд. Я хотел бы посмотреть на Снутс. Варлок. Пафли Варлок, легендарный, знаем. Но я думаю, не только Пафли, конечно. Период Кралдиста, Димонол. Погнали. Это будет на месяц, скорее всего. Ну и, пожалуйста, прогрузись, ублюдок, мать твою. Это просто, ну, типа скриншот дуэли. Мы видим. Слишком замедленная съемка. Ну, долгов, все, стоим. Ну, Гоуш бесконечно вечный. Блять. Бесит. Спасибо. Ну, пока прогрузился, там уже друид страдает конкретно. У него уже нет ни маны, ни хп. Он дается блайнд на middle хп. And he can press him, and he is out of form. Keep that in mind. He is out of form, stunned. He's gonna go probably take this into. He goes into bear form. Didn't get. Был странный мув, кстати, от Роги. Почему он так отошел? Flop is trying to separate. He's in cat form. He's dashing. He's back into travel form, trying to get away. Ну, легчайшее, да. GG и пресс F друиду. Лопс умирает. Fantastic job by Peo, pushing the advantage. 3,9 миллионов поинтов уходит, там ставки у них. We had a earlier matchup against Bobka and Spo, and that looked Жмите фоллоу, что ли, на Твиче, ребята, чтобы не потерять меня. To finish the druid, and I must say, Peo looked like a pro there. He took flop out. It looked easy. Peo was full life the whole time. Супер, вот ты побухтел, видишь, какие дуэли векшиновые пошли. Flop was forced to trinket, and then Peo instantly throws out the blind. The fairy fire fell. I mean, that is just not the duel Flop was looking for by any means. Peo must be feeling pretty good with himself after that one. We have. Ну что, следующая пара это Вар и Хантер. Мы такую, в принципе, уже наблюдали. И если не ошибаюсь, Вар даже не посадил на 20 хп. Рейд, конечно. Свои 6 зрителей я подкину. Ну, эти 6 зрителей стоят 1000, на самом деле. Я подлизался, да. Да посмотрим, снимет ли Вар хотя бы 30 хп. Антишки. Какой-то даже медленный чардж. Ну, чардж... Oh, shit, I'm sorry. Ой-ой-ой. Нерлон. Спасибо огромное за фоллоу, бро. Добро пожаловать в наше замечательное ламповое коммунити. Стримы каждый день. Потому что пока у Хантера 100% хп. Вот она, 99, 89. Оу, щит. Что там, скатер? Рапа, погнали.
Слушай, ну еще давай сними хотя бы 16% хп. Это будет рекорд для варов на этом турнире. Бля, как же вары страдают? А представляете, против мага? Это просто пиздец. Он подойдет и все. Ни рефлектов, ничего нет. Так, ну слушайте, он снял 60... Он снял 33% максимум. Уже неплохо. Но тут без шансов для вара, к сожалению. Это будет трапа. Все. Making sure he's full health, not underestimating him, making sure that he does his due diligence, getting as much health and stuff as possible as he can. GG. Вар, помянем тебе. Интересно, мне кажется, вары шли на этот турнир, понимая, что они суицид. Насколько же должна быть сетка к ним благословна, чтобы они прошли дальше хотя бы один раунд. Но пока мы не видим ни одного вара, который прошел бы. 6 лайков на ютубе. Ребята, спасибо огромное. 3 зрителя на ютубе. Вам привет. Чат я не вижу, к сожалению, на ютубе. Приходится сворачивать трансляцию. Че, еще один фолловер, у нас 900 фолловеров, в котором оповещение приходит 60 людям. Какое-то оповещение, представляете? Сколько мертвых душ у меня на канале? Они замолчали на 2 секунды, и у меня показалось, что у меня трансляция зависит. Кто next? Кто next? Next у нас 2 друида. О, блять, ну это пиздец. Ну все это надолго. Так же, как и дальше 2 мага, блять. Провал. Остаться мы не увидим сегодня. Я думаю, сегодня будет прям до конца они педалить или нет. Или, мне кажется, у них просто первый раунд сегодня будет проходить. Явно не финал. На финальной стадии, я понимаю. Я не знаю, кто там, что там. Это надолго, это базара нет. Но если только они не псих. So Chance was kind of saying, like, the best thing you can do in a Druid mirror is just to start hitting them, and you just whack them down, and that's it. You know what I mean? And so we'll see if that happens, or if some of these competitors have planned out a... Блин, я, наверное, буду заканчивать, ребят, честно. Вот, извините меня, пожалуйста, конечно. Ну там 2 друида, это просто все, это говномесие. Кстати, там дуэль идет уже надолго. Я не знаю, смогу ли я, кстати, рейд кинуть. Можно. Да я на самом деле, если честно, вот по факту. Спасибо огромное, что заглянули сегодня ко мне. Вас прям так много было. Я очень рад, что вы ко мне, вы меня нашли. Это, конечно, из-за турнира, из-за типа комментариев. А-ля, я, конечно, не крагар в плане комментариев. Огромное спасибо, что заглянули. Завтра увидимся. Всем доброй ночки. И самое главное, берегите себя и своих близких, ёпта. Давайте, ребят. Хорошего вам вечера.